Это история о парне по имени Чун Ян, инженере с низкой зарплатой, который умер от переутомления на работе и переродился в теле принца. В этом новом мире существуют ведьмы со сверхъестественными способностями, и Чун Ян планирует использовать свои инженерные навыки и силу ведьм, чтобы преуспеть в этом примитивном обществе. Его новая жизнь начинается внезапно, когда он слышит, как кто-то зовет его. Открыв глаза, он обнаруживает, что сидит на стуле и не понимает, где находится. Он оглядывается и видит странно одетых женщин. Затем он смотрит вперед и видит, что весь город собрался вокруг чего-то похожего на эшафот. Естественно, бедного парня шокирует эта странная сцена. Еще недавно он, наверное, занимался расчетами или чертил какие-то чертежи, а не думал о том, как избежать казни. Внезапно лысый мужчина обращается к нему как к принцу и напоминает, что пришло время казни, и он должен объявить свое решение. Парень на мгновение теряется, не понимая, что происходит, но потом вспоминает, что случилось с предыдущим владельцем тела. Оказывается, он четвертый принц Серого замка Роланд Уимблдон. Он вспоминает, как отец распределил всех его братьев и сестер по разным территориям, пообещав, что через 5 лет тот, кто лучше всех справится с управлением, унаследует трон. Но у парня есть большая проблема. Он обычный парень, а его братья и сестры – грозная команда, у них есть преимущество в этом соревновании. Первый принц – отличный воин, второй – финансист, третья принцесса – лидер, а пятая принцесса – очень умная. Между тем Роланд, четвертый принц, пока что кажется лишь бесполезным прожигателем жизни, не обладающим никакими талантами. Что еще хуже, его отправили в заброшенный пограничный город, забытый богом, где улицы полны грязи и запустения. Здесь ему предстоит общаться с местными жителями и каким-то образом превратить это унылое место в процветающий край. Старик, сочувствуя принцу, снова напоминает ему, что нужно поскорее сделать объявление. И тут мальчик понимает, что сегодня ему предстоит казнить ведьму. Толпа волнуется, желая увидеть смерть этой якобы ведьмы, которую они считают исчадием ада и достойной смерти. Мальчик в шоке от того, что эти оборванцы несут такую чушь, и разочарован их невоспитанностью, которая его бесит. В отчаянии он вырывает бумагу из рук старика и с раздраженным видом приказывает немедленно освободить ведьму. Толпа затихает, явно недовольная внезапным решением принца. Увидев реакцию людей, он устало вздыхает и говорит, что сдался, и предлагает перенести суд на другой день. Старик пытается его переубедить. Главный рыцарь Картер Лана делает шаг вперед и убеждает принца подумать еще раз. Он настаивает, что ведьму нужно казнить прямо сейчас, чтобы другие ведьмы не попытались ее спасти. Принц не может удержаться от смеха, глядя на этого сильного рыцаря, похожего на быка, который так боится ведьм. Затем наш герой спускается вниз, небрежно замечая, что если появятся еще ведьмы, то они смогут уничтожить их всех одним махом. Рыцарь понятия не имеет, как с этим справиться, и сцена переносится в резиденцию четвертого принца в Южном замке. Снаружи стоит недовольный рыцарь, а наш герой захлопывает дверь у него перед носом. Принц сначала вздыхает, но потом вдруг пугается, потому что за всю свою жизнь он не общался с таким количеством людей. Даже после своей бессмысленной смерти он не жалуется, потому что благодарен за второй шанс и полон решимости занять место принца Роланда и разобраться с ведьмой. Затем сцена переносится в подземелье в приграничном городе, где он собирается встретиться с ведьмой, несмотря на все предупреждения своих рыцарей о возможных опасностях. Парень просто смеется над ними, подшучивая над своим главным рыцарем, который ведет себя как трусливая девчонка. Но рыцарь нервно настаивает, что ведьмы – приспешницы дьявола. Не обращая внимания, наш герой продолжает идти, пока наконец не оказывается лицом к лицу с предполагаемой ведьмой. Ведьма встает и делает шаг вперед, и наш герой слегка краснеет от ее красоты. Но его шумный рыцарь тут же вмешивается, говоря принцу держаться подальше от ведьмы. Наш герой спокойно кладет руку на плечо рыцаря и снова делает шаг вперед, спрашивая девушку, как ее зовут. И снова надоедливый болтун вмешивается, прежде чем они успевают обменяться любезностями. Наконец, устав от постоянного нытья рыцаря, наш герой в отчаянии легонько бьет блестящего парня в доспехах по голове и велит ему не мешать, пока он разговаривает. Повернувшись к девушке, наш герой спрашивает, не против ли она назвать свое имя. Она решает рассказать. Оказывается, ее отец работал на шахте, когда случился обвал. Какой-то жадный шахтер попытался украсть его вещи в суматохе. Она собрала соседей, чтобы помочь освободить отца, но ее дяде пришлось сразиться с этим лысым мерзавцем. Когда он уже собирался прикончить ее дядю, она вмешалась. Она протянула руку и нечаянно сделала то, чего никогда не хотела. Мужчина сгорел дотла, остался только пепел. С тех пор соседи прозвали ее злой ведьмой, хотя она просила их не рассказывать о ее колдовстве. И самое ужасное в этой истории то, что ее собственный отец выдал ее. Потом появляется тот самый консультант и предлагает нашему герою просто поджарить девушку, пока она не выкинула что-нибудь странное,
но наш герой говорит ему успокоиться, потому что ему интересно посмотреть на колдовство. Девушка удивлена, что кто-то хочет, чтобы она использовала свои силы, но наш герой не против, он подталкивает ее к этому. Она напоминает ему, что ее силы заблокированы медальоном на шее, и спрашивает, готов ли он снять его, предупреждая, что может случиться хаос. Но он хватает цепочку, разрывает ее и отбрасывает медальон, словно это ничего не значит. «Покажи нам свои чертовы силы», — говорит он ей. И вот вокруг нее начинает потрескивать огонь, и от этого жуткого танца пламени у нашего героя глаза лезут на лоб, и вся тюремная камера озаряется светом. Принц в шоке, а женщина спокойно выходит из камеры, разрушив решетку. Ночной стражник бежит в другую сторону, но нашего героя просто поражает ее огненная сила. Наконец он понимает, почему его консультант сказал, что огонь не может причинить ей вреда, потому что она сама огонь. Когда пламя утихает, в нем, бывшем инженере, просыпается гениальная идея. Он не собирается упускать такую невероятную магию и не использовать ее для улучшения жизни. Когда она просит его убить ее, потому что она показала ему то, что он хотел увидеть, он удивляет ее. Он набрасывает свой плащ на ее обгоревшую одежду и говорит, что она принята на работу. Принц Рональд, опираясь на свои знания из прошлой жизни, заявляет, что она по сути вечный двигатель, способный генерировать огонь из ничего. Однако не все разделяют дальновидность принца. Консультанта очень раздражает решение Рональда. Он кричит, напоминая ему о способности ведьмы уничтожить любого одним жестом. Более того, он предупреждает, что найм ведьмы может привлечь внимание Ассоциации сотрудничества с ведьмами, что может привести к их уничтожению. Но Рональд игнорирует опасения старика и приказывает ему подготовить рабочий контракт. Затем он уходит, небрежно упомянув, что намерен установить рабочие отношения с ведьмой Анной, и приказывает консультанту также организовать для нее жилье. В административном офисе в замке Бардертауна старик сообщает, что все сделал, как было велено, но не уверен, что стоит оставлять ведьму в живых. Принц обрывает его, говоря, что не нужно сомневаться в его решениях. Для него ведьмы не какие-то чудовища. Но старик все еще не убежден. Именно тогда наш герой говорит ему прямо, что в приграничном городе полный бардак, и у него нет ни богатства брата, ни его смекалки. Поэтому победить здесь будет непросто, и ему нужно придумать что-то нестандартное, чтобы одержать победу. Старик впечатлен решимостью принца и соглашается устроить встречу с мисс Анной. Тем временем мисс Анну тщательно отмывают и приводят в порядок, и когда она выглядит милой и опрятной в красивой одежде, ее ведут на встречу с нашим героем. Ночью принц видит дом, в котором будет жить Анна. Дом ему очень нравится, особенно потому, что его так быстро подготовили. В этот момент ночь объявляет о приходе Анны. Принц оборачивается и видит ее в наряде горничной. Она выглядит просто потрясающе. Он приятно удивлен и поражен тем, как хорошо сидит на ней одежда. Он спрашивает, удобно ли ей в новом наряде. Но вместо того, чтобы обрадоваться, она начинает возмущаться, спрашивая, зачем он приютил убийцу вроде нее, человека, запятнанного злом и всеми ненавидимого. Принц удивляет ее, говоря, что он так не считает. Он отвергает все разговоры о злых ведьмах и дьявольской силе как чушь. Он объясняет, что люди просто напуганы, потому что не понимают ее значение для общества. Он протягивает ей руку, говоря, что принимает ее несмотря на ее недостатки. Он обещает научить ее использовать свои силы во благо и изменить мир к лучшему. Оказавшись в пустом доме, Анна сразу же начинает тренироваться, высвобождая свою огненную силу. Но пламя продолжает неконтролируемо распространяться, и наш герой понимает, что научить ее контролировать магию будет сложнее, чем он думал. К тому же, каждый раз, когда она использует свои силы, ее одежда сгорает, и она остается в неловком положении без одежды. Обоим неловко, но наш герой рад, что заранее приготовил несколько комплектов одежды. В этот момент вбегает старик с тревожными новостями. Задыхаясь, он шокирует всех, сообщая, что патрули заметили признаки активности демонов на несколько месяцев раньше, чем ожидалось в этом году. Конечно, наш герой ничего не знает об этих месяцах активности демонов, и вид напуганных людей только разжигает его любопытство. Старик рассказывает ничего не понимающему принцу, что каждую зиму после первого снегопада и захода солнца в Драконьих горах открываются врата ада. Пограничный город не защищен, поэтому все должны бежать в крепость Долгой Песни. Но старик уверяет его, что его безопасность – их главный приоритет. Мальчик спрашивает, видел ли старик эти врата ада. Старик отвечает, что нет, объясняя, что они не могут видеть такие вещи. Горы Драконьего хребта не только непроходимы, но и выделяют ядовитые испарения, которые действуют на всех, кто подходит слишком близко. Если только они уже не попали в лапы дьявола. Это значит, что только ведьмы могут исследовать эту местность и увидеть врата ада. Принц спрашивает, встречал ли старик когда-нибудь демонов. И снова ответ отрицательный. Он впервые в центральном районе Серого замка, и вряд ли кто-то когда-либо сталкивался с настоящим демоном лицом к лицу. Похоже, нашему герою понятно, почему в этом месте нет процветающей экономики, потому что каждый год люди эвакуируются. Затем мальчик задает резонный вопрос.
Если крепость Лонгсонг может противостоять демонам, значит они не непобедимы. Помня об этом, он хочет сразиться с этими демонами в одиночку. Старика пугает этот план, и он объясняет, что крепость Лонгсонг окружена массивными стенами, и там находится элитный отряд герцога Риона. Они сильны, а пограничный город расположен на северных склонах гор, которые служат для крепости Лонгсонг системой раннего оповещения о надвигающихся угрозах. Но наш герой непреклонен и приказывает старику собрать местных солдат, которые имеют опыт борьбы с демонами. В яркий солнечный день под этой беседкой мы видим, как наш дуэт перекусывает, и принц просит ее рассказать ему о месяцах демонов. Женщина сразу же соглашается. Ее тон становится мрачным, когда она описывает адские месяцы демонов. В отличие от таких важных людей, как наш герой, простые жители здесь каждый год сталкиваются с этим кошмаром. Она объясняет, что ее отец, шахтер, как и многие другие в городе, каждый день борется за выживание. Когда начинаются месяцы демонов, жители пограничного города отправляют добытую за год руду в крепость Лонгсонг в обмен на продовольствие на следующий год и немного золотых монет. В это время все укрываются в крепости Лонгсонг, пока не пройдет зима. Однажды месяцы демонов длились целых 4 месяца. Городские власти крепости Лонгсонг сказали, что добытой осенью руды хватит только на 3 месяца продовольствия. На 4-й месяц пришлось ждать новую руду. Но месяцы демонов продлились еще на 1 месяц, и люди оказались в ловушке внутри крепости. В довершение всего еду из Лонгсонга разделили поровну между всеми, и сильные начали издеваться над слабыми. Принц, услышав ее печальную историю, разозлился и прямо сказал женщине, что никто больше не будет страдать в течение этих месяцев демонов. Выйдя из беседки, наш герой попросил встретиться с консультантом, чтобы узнать, как продвигается работа. Сцена переносится в административное здание пограничного города, куда консультант Бар привел 3 людей. 2 из них солдаты, важные люди, отвечающие за патрулирование города и ежегодное зажигание маяка. 3-й охотник, который утверждает, что уже сталкивался с демонами и даже убил одного. Сначала один из напуганных солдат запинается перед принцем, бормоча что-то невнятное. Принц подталкивает другого солдата, чтобы тот заговорил. Тот объясняет, что раньше демоны были обычными существами в лесу, но из-за злых миазмов они превратились в диких зверей. Они сильные, но их можно убить. Когда закончатся месяцы демонов, Лонгсонг отправит кавалерию, чтобы уничтожить всех монстров в округе. Тогда охотник ударяет кулаком по земле, словно хвастаясь, что этих монстров можно убить как огурцы, и он уже убил 2. Затем здоровяк падает на колени перед нашим принцем. Консультант представляет охотника как железный топор, говоря, что он такой высокий из-за того, что в его жилах течет кровь гиганта из клана Маджан. Наш герой прямо спрашивает его, правда ли то, что он рассказывает. Айрон Акс уверенно кивает и говорит, что уже убил демонического кабана и волка. Айрон Акс объясняет, как охотники классифицируют демонов. Как сказал стражник, эти твари изначально были обычными животными, но после того, как они вдохнули адские миазмы, они обезумели, и поэтому с ними так трудно справиться. Волки очень быстрые и хитрые, а у кабанов такая толстая шкура, что даже арбалетные стрелы не могут ее пробить. Принц быстро понимает, что эти демоны обычные животные, но с улучшенными характеристиками. Охотник соглашается, говоря, что они не представляют большой угрозы. Однако он становится серьезным, когда говорит о гибридных демонах, называя их истинным порождением дьявола. Он объясняет, что эти монстры – ужасные создания, которых мог создать только ад. Рассказывая об одном гибриде, охотник упоминает, что у него было тело и ноги дикого зверя, но еще у него были огромные крылья для полета на короткие расстояния. Более того, у него были острые чувства, и он всегда находил свою добычу, как бы хорошо она ни пряталась. Охотник едва выжил, нырнув в реку Редватер, прежде чем потерял сознание. Похоже, наш герой может справиться с обычными монстрами, но он не знает, что делать с теми, кто умеет летать. Затем он спрашивает своего рыцаря, должны ли гибридные демоны быть редкостью, и рыцарь уверенно кивает, говоря, что в любое время, когда появляются демоны, обычно появляются 2 или 3 таких плохих парня. Этого достаточно, чтобы у крепости Лонгсонг начались серьезные проблемы. Наконец, принц понимает, в чем дело. Он громко стучит по столу и объявляет, что останется в приграничном городе на зиму. Все поражены его решением, и рыцарь пытается убедить его, что они не справятся с таким количеством монстров. Наш герой отвечает, что нужно построить стену от подножия горы на севере до реки Красной воды. Но Ночь не верит в это и называет это несбыточной мечтой, говоря, что на строительство такой стены уйдет целая жизнь. Мой парень откидывается на спинку стула и говорит Ночи, чтобы она успокоилась. Он обещает, что если не сможет быстро построить стену, то отступит, как и все остальные, потому что он тоже не собирается рисковать своей жизнью. Разгневанный рыцарь наконец успокаивается и клянется в верности, чтобы спасти нашего героя любой ценой. В оживленном порту серого города мы видим 3-ю принцессу. Она говорит, что холодный океанский бриз предвещает наступление зимы,
а затем поворачивается к своему рыцарю Району и спрашивает, когда вернется их флот с черными парусами. Он уверяет ее, что они вернутся в порт через 3 дня, если все пойдет хорошо. Принцесса отмечает, что это их последняя экспедиция в этом году и надеется, что она принесет какие-нибудь приятные сюрпризы. Вернувшись во дворец, рыцарь спрашивает, как она подготовилась к соревнованию за трон, который устроил ее отец. Она признается, что не ожидала этого, но считает, что это поможет любимому сыну короля занять трон. Тем не менее, она смеется над этим, говоря, что умение управлять делами не означает, что второй сын обязательно победит. Она просит своего рыцаря копнуть глубже и понять, почему она отправляет флот с черными парусами в эту большую экспедицию. Поразмыслив, рыцарь понимает, что ее флот нужен не только для заработка, но и для получения серьезного влияния и власти. С тех пор, как она разработала план с черным парусом, она собрала опытных моряков, сильных бойцов и ключевых союзников, чтобы поддержать ее. Это Гарсия Уимблдон, третья принцесса Серого замка. Она использует свой ум и стратегию, чтобы обеспечить себе трон. Затем принцесса спрашивает, как прошел их план по устранению четвертого принца. Рыцарь вздыхает и говорит, что с границы не было никаких вестей, а значит, их план с ядом, скорее всего, провалился, и шпионы, которых они отправили, пропали без вести. Она понимает, что ее младший брат, должно быть, не стал терять время и убил этих шпионов, как только их поймали. Похоже, яд действительно сработал и убил четвертого принца, но наш герой случайно занял его тело, поэтому они думают, что их план с ядом провалился. Теперь она планирует убить героя, как только он найдет убежище в крепости Лонгсанг, и просит своего рыцаря не вмешиваться до тех пор. Она также говорит, что раз яд не сработал, значит змей, который продал им это вещество, солгал, что оно бесцветное и безвкусное. И в наказание за обман третьей принцессы она предлагает своему рыцарю немедленно повесить этого лжеца. Забавно, что она собирается расправиться с их надежным поставщиком яда, хотя четвертый принц действительно умер от этого яда. Следующая сцена показывает нам Анну, сидящую на фоне зелени, и мы встречаем ее учителя Карла, который спрашивает, что она читает. Это стихи или, может быть, история их церкви? Девушка приветствует своего учителя, и прежде чем успевает что-то сказать, ее невинное выражение лица исчезает прямо у него на глазах. Он стоит, широко раскрыв глаза, а затем видит, как его ученицу обвиняют в колдовстве и приговаривают к повешению. Он закрывает лицо руками и просыпается в своем кабинете. Придя в себя, он тяжело дышит, все еще видя перед собой висящую Анну. Он считает, что если даже такую невинную девушку, как Анна, назвали злой, то эти жадные чиновники из Серого замка – настоящие демоны, рожденные в аду. Он гневно говорит, что если бы они не перешли на камни низкого качества, чтобы сэкономить несколько сотен золотых, театр бы не рухнул, и эти невинные люди были бы живы. По его мнению, эти коррумпированные чиновники заслуживают того, чтобы их повесили за их ужасные поступки и коррупцию. К сожалению, в этой стране их не наказали должным образом. Вместо этого обвинили ни в чем не повинных каменщиков, что привело к высоким налогам, неравенству, отсутствию верховенства закона. И даже к тому, что любопытную и невинную девушку назвали демоном и отправили на виселицу. Он просит Бога помочь и наказать этих злых людей. Вдруг раздается стук в дверь, и, открыв ее, он видит свою юную ученицу Нану, которая выглядит очень взволнованной. Девочка робко спрашивает, не повесит ли ее как Анну. Мужчина успокаивает ее, гладя по голове, обещая защитить ее, чего бы это ни стоило. Он идет по городу, думая о том, как сильные мира сего издевались над слабыми, а он ничего не делал. Решив действовать, он клянется, что больше ни одна девушка не пострадает, как Анна. Тут он замечает, что на городской площади собралась толпа. Люди собрались у доски объявлений, где читают объявление, которое вывесил четвертый принц. В нем говорится о наборе рабочих для строительства в приграничных районах, о поиске каменщиков, гравировщиков и других специалистов. В объявлении подробно описано, что нужно знать соискателям. Учитель в шоке смотрит на объявление, подписанное и заверенное печатью нашего героя. И тут он вспоминает о нашем герое, четвертом принце. Он слышал, что у принца есть необычные идеи и характер, который сильно отличается от других. Принц, похоже, не очень любит церковь, и это дает учителю надежду. Но сейчас он беспокоится, что если он поддержит Анну-ведьму, его могут обвинить в симпатии к ведьмам и тоже отправить на виселицу. Он надеется, что если принц так сильно ненавидит церковь, то, может быть, он ненавидит и их строгие законы. Это единственный способ защитить других девушек от сурового наказания за то, что они ведьмы. Мы снова возвращаемся к нашему герою, и его рыцарь спрашивает его о размерах стены, которую он планирует построить. Наш герой говорит, что она будет высотой 4,5 метра и шириной 1,8 метра, чтобы на ней могли стоять в ряд 4 человека.
обжига. Рыцарь упоминает, что для устойчивости такой массивной конструкции нужно выкопать траншею глубиной в человеческий рост. Поскольку высота стены 4,5 метра, а ширина наверху 1,8 метра, ширина основания должна быть вдвое больше для устойчивости. Даже если 350 мастеров одновременно будут копать и строить, они смогут закончить только к следующему году, когда будут проходить месяцы демонов. Принц с любопытством спрашивает, в чем заключается главная сложность, из-за которой строительство так затягивается. Рыцарь объясняет, что настоящая проблема заключается в самой кладке стены. Им придется тщательно подбирать и обрабатывать каждый камень, чтобы он правильно лег на свое место. В противном случае стена не будет прочной. Принц решает, что они с рыцарем будут одновременно копать траншею и строить стену. Когда дело дойдет до кладки, он успокаивает рыцаря и рассказывает, что в алхимической мастерской Серого замка изобрели новую вещь под названием цемент, которая всех впечатлит. Естественно, рыцарь весь во внимании, потому что он никогда в жизни не слышал о цементе. В следующей сцене мы видим, как они оба стоят у коттеджа в пограничном городе, где находится печь для обжига. Принц объясняет нам, что сделать цемент довольно просто, потому что здесь много сырья, но главная сложность – правильно подобрать температуру обжига. К сожалению, он не помнит точную температуру, и в этом мире ее невозможно точно измерить. Вдруг дверь коттеджа открывается, и на пороге появляется Анна. Прежде чем принц заходит внутрь, наш герой просит рыцаря подождать снаружи. Очевидно, что принц использует ведьминские способности Анны для создания цемента, и она идеально подходит для этой задачи. Прежде чем выйти из коттеджа полностью обнаженной, Анна снова берет у нашего героя пальто, а когда выходит, с радостью сообщает, что сделала все, как просил принц. Внутри мы находим кучу цемента на полу. Мальчик быстро проверяет, получился ли у них эксперимент, и решает попробовать его в массовом производстве. Анна с любопытством спрашивает, где он собирается использовать цемент. Мальчик объясняет, что его можно использовать для строительства домов, мостов, дорог и многого другого. Он подчеркивает, что это защитит их от природных катаклизмов, таких как дождь, жара или снег, которые могут повредить их дома. Он благодарит Анну за то, что она помогла ему создать цемент, признавая ее важную роль. Они наконец-то склеивают несколько квадратных камней цементом, и рыцарь и девушка приятно удивлены результатом. Рыцарь не может не восхищаться этим удивительным открытием, а наш герой внимательно осматривает камни и тоже удивляется, что они стали намного прочнее, чем если бы их просто спрессовали из обычной грязи и глины. Рыцарь даже пытается раздвинуть камни, но, несмотря на все свои усилия, не может их сдвинуть, не говоря уже о том, чтобы оторвать друг от друга. Принц напоминает своему рыцарю, что он недооценивал это изобретение, потому что оно сделано лучше, чем он думал. Рыцарь тоже поражен этим удивительным изобретением, которое превращается в твердую породу за считанные секунды. Он уверен, что с его помощью они смогут легко укрепить всю границу за 5 лет. Но наш герой отвергает необходимость такого грандиозного проекта, говоря, что даже самые высокие стены не защитят от врагов изнутри. Их главный враг – борьба с природными катаклизмами, чтобы их народ не остался без крова. Он полон решимости доказать миру, что ведьмы – самый ценный ресурс человечества. На следующий день в коттедже принц начал производство цемента с помощью рабочих, откликнувшихся на объявление о найме. Они поспешили собрать необходимые ингредиенты и материалы, дав Анне заслуженный отдых. Тем временем принц начал рыть котлован для фундамента городской стены между горой на северном склоне и рекой Красной. Однако все шло не так гладко, как ожидалось. Рыцарь был впечатлен тем, что принц лично посетил строительную площадку и подбодрил рабочих на северном склоне. Он отметил их преданность делу, но принц смущенно улыбнулся, признав, что несмотря на их усилия, они смогли вырыть только котлован на северном склоне. Скорее временную дренажную канаву, чем прочный фундамент, необходимый для городской стены. Хотя наш герой раньше увлекался чертежами механизмов, но теперь, когда он работает с инженером-строителем, они стали настоящей командой. Но сейчас он не может справиться с деталями гражданского проекта и хочет, чтобы профессионал в этой области помог ему с идеями. Прервав его размышления, консультант сообщает, что каменщик откликнулся на их объявление о найме, заявив, что он был членом гильдии каменщиков Серого замка. Принц сразу же узнает эту гильдию как известную организацию в стране, хотя слышал, что она была распущена из-за несчастного случая на стройке. Затем он пожимает плечами, отмечая, что в этой работе всегда есть риск. Он хочет нанять высококвалифицированных специалистов и просит своего консультанта привести каменщика к нему. Следующая сцена происходит в административном офисе Роланда в Бардертауне. Наш герой сидит за столом, бездельничает и ждет, пока Анна, сидящая рядом, увлеченно читает книгу. Наконец наступает ночь, и появляется человек, с которым наш герой очень хотел встретиться. К нашему удивлению, это никто иной, как учитель, который беспокоился о своих маленьких ведьмочках. Прежде чем учитель успевает начать расхваливать принца, наш герой прерывает его, отмахиваясь от формальностей и говоря, что можно расслабиться. Когда учитель замечает Анну, он выглядит совершенно сбитым с толку, явно о чем-то размышляя. Тем временем и наш герой, и рыцарь ошеломлены этой неожиданной встречей. Почувствовав
потенциальную угрозу, принц быстро приказывает рыцарю запереть дверь. Рыцарь тут же выполняет приказ, становясь у входа, готовый не дать этому человеку уйти. Нашему герою трудно поверить, что случайный мастер может оказаться соседом Анны, но тут учитель вдруг падает на колени, умоляя Анну простить его за то, что он не помог ей, когда она больше всего в нем нуждалась. Тогда принцу становится ясно, что этот человек не представляет для нее угрозы. Анна тоже сразу узнает своего учителя. Затем принц приказывает мужчине встать и требует объяснений об их отношениях с Анной. Мужчина тут же берет себя в руки и быстро извиняется за то, что устроил сцену. Он представляется как Карл ван Бейт, бывший член гильдии каменщиков, ставший учителем в приграничном городе. Он рассказывает, что Анна когда-то была его ученицей. Карл также отмечает, что он не понимает, почему наш герой сохранил Анне жизнь. Возможно, он хочет сделать ее своей любовницей, но он не жалуется, потому что быть обезглавленным все же лучше, чем быть любовником принца. Карл рад, что наш герой не верит в то, что ведьмы – это воплощение дьявола. Подробно объяснив принцу все, что он знает, мужчина добавляет, что есть еще одна талантливая девушка, похожая на Анну, которую он хотел бы спрятать здесь, во дворце. Принц с радостью дает учителю разрешение привести ее сюда, обещая, что ей ничего не грозит, если она действительно ведьма. Но он не может просто забрать ее у семьи, особенно сейчас, когда они не представляют для нее угрозы. Наш герой внутренне ликует, предвкушая встречу с этой новой ведьмой и ее невероятными способностями, хотя внешне он остается спокойным и сдержанным. Принц объясняет, что он спас девушку не из доброты, а потому что ему нужна ее помощь. Он не верит в эти глупые сказки, в которых ведьмы предстают злыми. Он считает, что это ценный дар, если им правильно пользоваться. Поэтому, будь то Анна, эта другая девушка Нана или любая другая ведьма, пока они не совершили никаких преступлений, он не будет считать их виновными. Когда все улажено, наш герой наконец-то переходит к делу и спрашивает мужчину, помогал ли он когда-нибудь строить в городе Серый замок. Мужчина с энтузиазмом кивает, говоря, что у него большой опыт. Затем принц излагает свой план построить стену между подножием горы Северный склон и рекой Красной водой, чтобы держать этих демонических тварей подальше. С этого момента за проект отвечает этот мужчина. В следующей сцене мы видим дворцовые сады Роланда в приграничном городе, где Нана наконец-то навещает нашего героя. На первый взгляд она кажется немного взволнованной. Когда маленькая девочка спрашивает, правда ли, что перед ней принц Роланд Уимблдон, принц улыбается и утверждает, что это он. Нана оживляется и представляется как Нана Пайн. Не теряя ни секунды, Нана подбегает к Анне и начинает играть с ней, как будто они сестры. Принц удивляется, что девочки такие юные, но при этом талантливые, и с нетерпением ждет, что же их ждет в будущем. Затем мальчик поворачивается к девочке и напоминает ей, что ее учительница говорила, что она пробудила в себе ведьму. Девочка спрашивает, не собирается ли он казнить ее, но мальчик быстро отвечает, что нет, объясняя, что только преступники с криминальным прошлым попадают на виселицу или под топор палача. Девочка настаивает, что в нее вселился дьявол, и учительница это подтвердила. Анна ободряюще гладит ее по голове, а наш герой спрашивает, когда она впервые заметила, что что-то не так. Она объясняет, что все началось неделю назад, когда она увидела птицу с перебитой лапой. Почувствовав сильное желание помочь, в ее голове появились какие-то образы, похожие на капли воды, и окружили птицу, и лапа птицы мгновенно зажила. Выслушав ее историю, принц приказывает своему рыцарю принести курицу. Пока рыцарь ищет здоровую курицу, наш герой размышляет, не связаны ли ее пробудившиеся способности с целительством, что совсем неплохо. Затем принц говорит ей, что если она может спасать животных, как эту птицу, значит она действительно хороший человек. Девочка соглашается и говорит, что их учитель тоже говорил, что обычные люди боятся ведьм только потому, что они могут делать то, чего не могут другие. Она настаивает, что никогда не видела дьявола и не связана с ним. Наш герой сразу ей верит и ласково гладит по голове, напоминая, что церковь и даже их учитель были обмануты ложью. Девочка в замешательстве спрашивает, зачем кому-то лгать. Мальчик объясняет, что дело не в добре и зле. Просто люди пытаются заработать, распространяя фальшивые истории. Когда приносят курицу, девочка просит принца не мучить ее. Мальчик соглашается, но приказывает своему рыцарю крепко держать курицу, прежде чем быстро ударить ее по голове. Бедная птица кричит от боли и падает на землю. Затем он поворачивается к девочке и просит ее поскорее вылечить курицу. Она кивает, говоря, что сделает все возможное. Когда она кладет руку на курицу, снова появляются водянистые пятна, и она сразу же начинает работать. Проходит несколько часов, и несмотря на то, что принц жестоко обращался с курицей, отчего она совсем обессилила, он, кажется, наконец-то понимает силу Наны. Она может лечить переломы и ушибы, но воскрешать курицу из мертвых не в ее силах. Когда курица выполнила свою задачу, мальчик приказывает своему рыцарю отнести ее на кухню. А девочка смотрит на принца со слезами на глазах и обиженно надувает губы из-за того, что он так жестоко обошелся с курицей. Но он уверяет ее, что это было необходимо. Вскоре перед ними появляется пиршественный стол с вкусной едой. Нана, кажется, забывает о своей обиде на принца, с жадностью глядя на приготовленную птицу, лежащую перед ней. После небольшого пиршества девочка уходит, помахав на прощание рукой, и наш герой машет ей в ответ.
Тем временем Анна спрашивает, почему наш герой не оставляет девочку во дворце, ведь она тоже ведьма. Он напоминает ей, что у девочки есть семья, которая пока не знает о ее способностях. Но Анна беспокоится, что родители скоро узнают и выгонят ее. Он соглашается, но уверяет ее, что пока ее способности остаются в секрете, она должна наслаждаться временем, проведенным с родителями. Затем он спрашивает, скучает ли она по отцу. Она грустно качает головой, но наш герой понимает, что она чувствует себя одинокой. Чтобы успокоить ее, он обещает, что Нана будет приходить каждый день, чтобы заниматься с ней магией, и она не будет чувствовать себя одинокой. Он также обещает, что у обеих девочек будет обычная жизнь, о которой они мечтают. И он говорит это искренне. В замке нашему герою стало скучно с тех пор, как Карл ван Бейт занялся строительством стены. Он каждый день устраивает чаепитие и учит девочек магии. Время от времени он проверяет, как продвигается строительство городской стены у подножия горы на северном склоне, и каждый раз удивляется, что все идет лучше, чем ожидалось. Но тут появляется советник с не очень хорошими новостями. Он говорит, что нанять всех этих мастеров и рабочих было очень дорого, и все эти деньги уходят прямо из кармана нашего героя. Если так пойдет и дальше, то к весне у управляющих не останется денег. Наш герой начинает паниковать, понимая, что он в полном дерьме. Спустя какое-то время, пока принц размышлял, как выбраться из этой финансовой передряги, старик заметил, что принц сильно изменился, стал совсем другим человеком. Раньше этот парень знал только радости жизни, и старик остался с ним только потому, что король пообещал ему должность министра финансов, когда закончится борьба за трон. Когда он впервые приехал в пограничный город, он не собирался управлять им и не стремился к трону. Он подвел всех дворян и свалил всю ответственность на старика. Но с тех пор, как он спас ту ведьму, принц сильно изменился. Теперь он принимает решения более обдуманно и относится ко всему так, будто это его вторая натура. Он даже разговаривает со стариком взрослым тоном, от которого старику становится не по себе, и он начинает думать, не вселился ли в принца дьявол. Но старик отмахивается от этих мыслей, говоря, что если бы принц действительно был одержим, он бы не стал так легкомысленно носить этот проклятый медальон. Сцена снова переносится в порт в пограничном городе. Два дворянина и рыжий парень, похожий на посла, болтают. Парень в очках напоминает послу, что они были здесь год назад, и жалуется, что город все еще выглядит как заброшенная груда камней. Рыжий поправляет его, говоря, что это было всего полгода назад. Он упоминает, что герцог каждый сезон присылает сюда кого-то нового. Он помнит, как приезжал сюда прошлым летом, когда помимо камней здесь были всякие модные меха. Когда он собирается рассказать что-то важное, то почему-то решает промолчать и вместо этого говорит о потенциале пограничного города. Он предполагает, что хотя сейчас это всего лишь форпост, если они укрепят оборону, то смогут использовать всю территорию между городом и крепостью. Внезапно парень в очках приходит в ярость, указывая на то, что запасы пусты, а пограничный город должен был сегодня доставить руду. Похоже, что эти гости приехали забрать руду до наступления демонических месяцев, предлагая взамен защиту пограничному городу. Посол вздыхает и решает обратиться к нашему герою. Они возвращаются на своих лошадях. Парень с фиолетовыми волосами задается вопросом, нашел ли пограничный город нового торгового партнера, или уже продал руду Уиллоутауну или падшему драконьему хребту. Он уверен, что это дело рук четвертого принца. Кстати, кто наш герой? Рыжеволосый напряженно думает, пытаясь понять, заключил ли принц уже сделки с другими городами на реке Красной воде. Если да, то они потеряли еще один козырь. Он беспокоится, что если они попытаются провернуть ту же монополию, что и раньше, у них вряд ли получится. Потому что у четвертого принца уже есть другие торговые партнеры, которые забирают у них руду для продажи. Когда они добираются до замка, их встречает роскошный пир. Посол, не зная, как пользоваться палочками для еды, смотрит на нашего героя и неловко пытается есть так же, с трудом даже поднося еду к рту. Пока посол ест палочками, он чувствует себя неловко, а принц между тем говорит, что эти палочки проще и дешевле в изготовлении, чем вилки. И как только он ведет их в обиход в своем городе, никому больше не придется беспокоиться о том, что можно подхватить заразу, если есть руками. Солнце начинает садиться, заливая замок золотистым светом, и принц собирается насладиться десертом после импровизированного ужина. Наконец посол сообщает о цели их визита, говоря, что они, как обычно, приехали за рудой, но на этот раз на пристани ее не оказалось. Тогда наш герой сообщает плохую новость. Недавно на Северной горе произошел оползень. Они пытались расчистить завалы и возобновить добычу в этом месяце, но, похоже, шахта откроется не раньше следующего года. Затем посол спрашивает о добыче за предыдущие месяцы. Наш герой пожимает плечами и говорит, что она была ниже, чем обычно, и едва ли хватит, чтобы прокормить всех. Он добавляет, что даже если им удастся собрать достаточно руды, ее хватит только на пшеницу на 2 месяца. Поэтому он предлагает полностью пересмотреть условия сделки. Посол выглядит обеспокоенным и пытается уговорить нашего героя, извиняясь за прошлые промахи. Он предлагает 6 знатным семьям крепости объединиться и дать достаточно еды на месяц, обещая, что они вернут долг в следующем
году. Но наш герой непреклонен. Он прямо говорит, что если они продадут руду Уиллоутауну, то никому ничего не будут должны. И вот в чем загвоздка. Уиллоутаун предлагает золотые монеты в обмен на руду. Кроме того, они готовы торговать пшеницей, сыром, хлебом и медом по справедливым ценам. Все, что можно купить за золотые монеты, они с радостью продадут. По сравнению с тем, что было в длинной крепости, эта новая система гораздо выгоднее для приграничного города. Наш герой задает послу еще один вопрос, указывая на то, что у него недостаточно влияния, чтобы принимать решения от имени других семей, которые готовы предоставить продукты на месяц. Наш герой быстро понимает, что посол – член семьи Жимолостных, и это подтверждает его догадку. Принц признает, что посол может быть из одной из 6 семей, но сомневается, что он действительно может убедить герцога Райана и остальных согласиться или гарантировать это. Похоже, наш герой попал в точку, потому что лицо посла становится кислым, как лимон. Сцена возвращается к тому моменту, когда посол пытался убедить своего отца, что новый правитель приграничного города, 4-й принц, точно не согласится обменять свои минералы и драгоценные камни на еду и хлеб. Он предложил покупать у них по цене на 30% ниже рыночной, потому что они все равно могли бы получать значительную прибыль. Но этот лысый мачо уверенно отмахнулся от беспокойства, сказав, что 4-й принц, похожий на ленивца, никогда не будет заниматься торговлей в приграничном городе. Он был уверен, что они могут продолжать обманывать жителей приграничного города ради хлеба и крыши над головой. В настоящее время рыжий посол, подумав, понимает, что наш герой прав. Он не смог убедить даже собственного отца, но все равно хочет попробовать. Итак, рыжий решается и предлагает купить руду и драгоценные камни в приграничном городе по цене на 30% ниже рыночной. Посол уверен, что его предложение должно быть выгоднее, чем то, что предлагает Уиллоутаун. Он подчеркивает, что Уиллоутаун находится далеко, и в месяце демонов там трудно найти убежище, поэтому Лонгсонг – лучший вариант. Посол начинает говорить о плохих дорогах, ведущих в Уиллоутаун, но замолкает на полуслове. Наш герой, которому любопытно, просит его закончить мысль. Рыжеволосый указывает на опасности, которые могут подстерегать на этой дороге. Посол понимает, что, возможно, неосознанно угрожал принцу, и начинает паниковать. Наш герой лишь усмехается, рассеивая сомнения Рыжеволосого, и объясняет, что он никогда и не собирался искать убежище в Уиллоутауне. Эта новость застает Рыжеволосого врасплох, и он окончательно сбивает посла с толку, давая понять, что никуда не поедет, ни в Лонгсонг, ни куда-либо еще. Принц продолжает объяснять, что приграничный город больше не будет просто форпостом. Он станет полноценной частью королевства Серый замок. Он с нетерпением ждет возможности показать новые городские стены, которые тянутся от северных гор до реки Красной воды. У Рыжеволосого отвисает челюсть, и он переспрашивает нашего героя, правильно ли он его понял. Мальчик уверенно кивает, подчеркивая, что они строят эту стену прямо здесь, в приграничном городе, чтобы держать демонов на расстоянии. Рыжеволосый вспоминает какой-то банкет, где дворяне высмеивали наших принцев за то, что они начали строительство как раз в месяце демонов. Все тогда посмеялись над тем, что они считали невежеством нашего героя. Сначала Рыжеволосый подумал, что это просто богатые люди подшучивают друг над другом. Он и представить себе не мог, что наш принц так серьезно отнесется к этой стене. Но больше всего поражает то, что наш принц, известный своей любовью к развлечениям, вдруг взялся за такое масштабное дело. Рыжеволосая девушка, немного нервничая, уверяет нашего героя, что когда он вернется в крепость, он попытается договориться с 6 благородными семьями, надеясь, что все закончится хорошо. Сейчас глубокая ночь, и нашему герою грустно, что ночная жизнь в этом захолустье не такая яркая. Здесь ложатся спать рано, если только не собираются с кем-нибудь пофлиртовать. Хотя он мог бы легко привести кого-нибудь, чтобы скрасить свой вечер, у него есть принципы, и он не опустится до чего-то сомнительного. Вдруг кто-то подкрадывается к нашему герою сзади. Он оборачивается и видит женщину в халате, которая хвалит его за то, что он разобрался с послом, намекая, что принц не только любит вечеринки. Оказывается, она наемная убийца, но наш герой не теряет времени даром и пытается выбежать из комнаты. Женщина бросает кинжал, останавливая его, и говорит, что она здесь только для того, чтобы поговорить, и просит его успокоиться и не паниковать. Парень замирает на месте, особенно когда на него смотрит острый кинжал, и спрашивает, кто она такая. Она признается, что у нее нет имени, но ее называют Соловьем. Это прозвище сестры дали ей по какой-то странной причине. Она неожиданно благодарна нашему герою за то, что он недавно проявил заботу о ведьмах. Когда принц присматривается, он замечает эмблему, похожую на ту, что показывал ему старик, и принадлежащую ассоциации ведьм. Леди снова хвалит его за сообразительность, а наш герой продолжает расспрашивать, здесь ли она из-за Анны. Он признается, что понятия не имеет, откуда она знает об Анне, но все равно уверяет женщину, что Анна жива. Леди кивает, говорит, что это ей уже известно, и добавляет, что даже если бы Анну убили, ведьмам не понравилось бы, что они вмешиваются в политику, убивая принца только потому, что убили ведьму. Но она тут же предупреждает его, чтобы он не недооценивал ведьм. Мальчик снова уверяет ее, что с Анной все в порядке. Женщина небрежно отвечает, что ей это уже известно,
и что она знает и о другой девушке по имени Нана. Затем она пугает его, небрежно упомянув, что следила за ним последние 2 недели, отмечая каждое его движение, что действительно выводит нашего героя из себя, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, этот идиот даже не подозревал, что за ним следят. Она жестом подзывает нашего героя, уверяя, что не собирается причинять ему вред. Мальчик неохотно садится перед ней, не чувствуя опасности. Но женщина подходит слишком близко, отмечая, что он отличается от других, потому что не боится ни ее, ни других ведьм. Она подходит еще ближе. Принц отступает, полушутя говоря, чтобы она не переходила границы приличия, не желая, чтобы на видео были возрастные ограничения. Наконец, женщина убирает руку и переходит к делу, говоря, что она здесь, чтобы забрать Анну и Нану. Мальчик тут же отказывается, настаивая, что они счастливы здесь и в безопасности под его присмотром. Но женщина утверждает, что им будет безопаснее в ассоциации ведьм, где каждый будет относиться к ним как к семье. Но мальчик настаивает на своем, отмечая, что у ведьм даже нет постоянного места, которое они могли бы назвать домом. Он упоминает, что около месяца назад его солдаты наткнулись на один из их лагерей, спрятанный в лесу, и следы вели на север. Но в том направлении только бесконечные горы. Леди защищает их выбор, говоря, что они обосновались в безлюдных горах, чтобы быть подальше от посторонних и опасностей. Но мальчика это не убеждает. Он говорит, что там нет элементарных удобств, и девочкам будет тяжело там жить. Он также вспоминает, что старик рассказывал ему о цели ведьм, собрать всех ведьм и найти священные горы, где ведьмы будут в безопасности. Он спрашивает, разделяет ли леди эту цель. Леди уклончиво отвечает, что не может дать ему ответ. Это еще больше злит мальчика, и он говорит, что не позволит девочкам жить в таких бесплодных землях, где могут выжить только демоны. И тут его осеняет, и он говорит леди то, что застает ее врасплох. Он приглашает ведьм в приграничный город на зиму, довольный собой, и пытается убедить ее, что это не составит труда, пока не наступит зима. Леди напоминает ему, что принц может и не бояться ведьм, но горожане могут испугаться. Плюс церковь ополчится на них, как только узнает, что ведьмы живут в приграничном городе. Но наш герой непреклонен и хочет показать всем, что ведьмы не злые, особенно если они помогут городу пережить трудные месяцы, когда появляются демоны. Затем дама упоминает еще одну причину, по которой она хочет забрать обеих девушек, особенно Анну, которая вот-вот достигнет совершеннолетия. Конечно, наш герой не понимает, о чем речь, пока дама не подтверждает, что он все правильно расслышал. Она объясняет, что большинство ведьм пробуждаются в месяц демонов, или когда предположительно открываются врата ада. Проще говоря, совершеннолетие – это последняя стадия для ведьмы, и если женщина не пробудит свои силы до 18 лет, она никогда не станет ведьмой. Когда ведьма достигает совершеннолетия, в месяц демонов демоны овладевают ее разумом, причиняя невыносимую боль. Кажется, что что-то пытается вырваться из ее тела, до предела напрягая каждую вену и сухожилие. Если она выживет, то придет в себя через 4-5 дней, но для тех, кто не выживет, это будет жестокая смерть. Вот почему ведьм считают отродьем дьявола, а их ужасные смерти в сочетании с церковной пропагандой заставляют людей думать, что они одержимы демонами. Затем мальчик спрашивает, что происходит, когда они достигают совершеннолетия, и дама объясняет, что их силы стабилизируются и часто становятся еще сильнее, а некоторые даже обретают новые способности. Наш герой сомневается в достоверности этой информации. В старых записях говорится, что ведьмы находят вечный покой на Святой горе и не подвергаются нападениям демонов, пожирающих их разум. Дама признает, что о Святой горе ничего конкретного не известно. Она упоминается только в текстах. Если отвезти ее в штаб-квартиру, это немного увеличит ее шансы на выживание. Если бы ведьмы могли жить свободно, не подвергаясь преследованиям, демонические атаки были бы гораздо слабее. Мальчик понимает, что Анна и Нана – ключевые фигуры в его большом плане, но он беспокоится, что подвергнет их опасности, если осуществит его. Он быстро соглашается позволить женщине забрать Анну, если та согласится. Что касается Наны, он решает подождать до завтра, чтобы поговорить с ней об этом. Ведьма рада услышать мудрое решение нашего героя, но когда он зовет Анну и спрашивает ее об этом, она сразу отказывается, говоря, что никуда не пойдет. Это шокирует обоих взрослых, и женщина пытается ее уговорить, объясняя, что чувствует, как в ней накапливается демоническая энергия по мере взросления. Она напоминает Анне о разговоре о взрослении, который у них был с нашим героем раньше. Анна напоминает нашему герою, что он обещал ей обычную жизнь, но ей все равно, потому что она хочет быть рядом с принцем. Она уверена, что демоническая энергия не сможет ей навредить, и она готова пережить месяцы демонов и справиться со взрослением. Женщина вздыхает и решает больше не уговаривать Анну, но обещает присматривать за ней, пока она не повзрослеет. Она думает, что Анна просто наивный ребенок, который не понимает, как это опасно. Конечно, нашему герою не нравится, что она будет следить за ним всю зиму. Но перед тем, как уйти, женщина подходит к Анне и рассказывает о трудностях, которые ей пришлось пережить, и о друзьях, которых она потеряла. И обещает, что Анна не повторит ее судьбу. С этими словами она прощается с нашей девочкой и исчезает без следа.
Ее способности поражают нашего героя. Он восхищен ее навыками убийцы. Когда они остаются одни, мальчик ободряюще гладит Анну по голове и говорит, что ей пора спать, потому что уже поздно. Наступает следующий день, и наш герой приветствует жителей города радостным добрым утром. Он собирает всех, чтобы сделать важное объявление. Он объясняет, что почти 4 дня назад к нему приезжал посол из крепости Лонгсонг, чтобы забрать уже добытую руду. Но все должны помнить, что месяц назад обрушился Северный карьер, и с тех пор добыча не возобновлялась. Жители сразу начинают паниковать, потому что за последний месяц они добыли только половину от среднего количества руды, и им пришлось терпеть голод и многое другое от Лонгсонга. Затем он раскрывает коварный план крепости Лонгсонг, говоря, что пытался получить кредит и припасы у посла, но тот отказал ему, как и 2 года назад. Люди снова начинают паниковать, боясь голода. Он напоминает им о том времени, когда еды было так мало, что многие потеряли семью, братьев, сестер, детей и многое другое. Он спрашивает их, как долго они хотят, чтобы этот цикл потерь продолжался. Толпа умоляет его спасти их, и он кивает, обещая, что не позволит своим людям снова попасть в эту яму. После драматического кашля он сообщает, что 2-месячной добычи руды хватило бы, чтобы прокормить их почти год, но эти придурки из Лонгсонга никогда не играли честно. Вся толпа начинает понимать, что крепость Лонгсонг просто воспользовалась ими. Итак, наш герой объясняет, что он обменял свои камни на еду из Уиллоутауна, которой хватит, чтобы прокормить всех зимой. Как только люди начинают праздновать и успокаиваются, он прерывает веселье. Он напоминает им, что если они покинут Лонгсун, им придется остаться в приграничном городе на всю зиму. Эта новость вызывает новую волну беспокойства, но парень быстро меняет тему, напоминая всем о стене, которую они строят. Он поднимает им настроение, говоря, что демоны не страшнее зверей в лесу и не смогут взобраться на их стену, как бы ни старались. Затем он предлагает им выбор: либо искать убежище в Лонгсуне, где они будут голодать, либо остаться с ним и защищать свои семьи. Он спрашивает, кто хочет присоединиться к нему на стене, чтобы отбиваться от монстров, и обещает хорошую награду в серебряных монетах тем, кто поможет. А если случится худшее и кто-то не выживет, он обещает выплатить 5 золотых монет их семьям. Его речь воодушевляет толпу, и все вдруг решают, что готовы решительно и смело встретить любую опасность. В Лонгсуне царит оживленная атмосфера, и по всему замку разносится смех. Кажется, людям нравится подшучивать над решением нашего героя остаться в приграничном городе и построить стену. Один парень с густыми усами шутит, что наш герой, наверное, просто сложит груду камней, присыплет их землей и грязью и на этом закончит. Он уверен, что в конце концов наш герой прибежит обратно в Лонгсун, и они смогут снова его использовать, когда он будет в отчаянии. Однако глава этого комитета, похоже, не так легкомысленно относится к нашему герою, как остальные. Он спрашивает мнение посла по этому поводу. Рыжеволосый парень, поначалу растерявшись, говорит, что их изначальный план был сохранить свою монополию. И пока они покупают руду у нашего героя по цене в 3 раза ниже рыночной, это выгодно для них. Но у нашего героя другие планы. Он не просто хочет продавать руду только крепости Длинной Песни. Он готов снизить цену на руду вдвое, чтобы стимулировать спрос и тем самым увеличить производственные мощности и выручку пограничного города. Такой подход – стратегический шаг к экономическому росту и стабильности в регионе. Благодаря снижению цен на руду крепость Длинной Песни сможет зарабатывать гораздо больше, чем раньше. Кроме того, он планирует производить железные инструменты, которые, как он считает, будут пользоваться спросом, где бы их ни продавали, и это дополнительный источник дохода. Но это не единственное, о чем стоит подумать. Если наш герой сможет защитить пограничный город от демонов, это будет хорошей новостью и для крепости Длинной Песни. Им больше не придется каждый год сражаться с этими мерзкими тварями. К тому же война за трон продлится всего 5 лет, так что если пограничный город будет процветать, крепость Длинной Песни может получить 3-й по величине кусок земли в королевстве. Рыжеволосый парень предлагает крепости Длинной Песни помочь нашему принцу построить стену и защитить город. Он считает, что это окупится в конце концов. Старик соглашается с практичностью рыжеволосого парня, но называет это типичным для торговцев мышлением. Для этого седого парня неважно, преуспеет пограничный город или нет. Он просто не хочет ни с кем делиться своей территорией, будь то принц или кто-то другой. На следующий день лицо главного рыцаря было бесценным, когда он увидел устройство, над которым работал наш принц. Как и следовало ожидать, он похвалил Анну, которая помогала ему с металлическими деталями. Принц не мог сдержать восторга своего последнего изобретения – парового двигателя. Он крепко обнял свое прекрасное детище, считая его первым шагом к промышленной революции, которая будет подпитываться новым источником энергии. Через 5 минут рыцарь все еще выглядел озадаченным, пытаясь понять, как работает машина. Когда Анна разожгла огонь в печи, шестеренки начали вращаться, и вскоре колесо стало крутиться все быстрее и быстрее. Рыцарь был поражен, наблюдая за движением механических деталей. Это был первый раз, когда он увидел природную силу, о которой говорил принц, равную силе 10 рыцарей,
и это изобретение обещало сэкономить кучу ручного труда и работы с животными. Обучение рыцаря занимало 15 лет, а на создание такой печи ушло всего 3 дня. Рыцарь был поражен тем, что печь не нужно было топить. Ей не мешала погода, и она была неуязвима для стрел и клинков. Увидев это, он задумался, нужны ли вообще традиционные рыцари в мире с такими машинами. Мальчик был в восторге от того, что его игра в сельское хозяйство продвинулась на несколько сотен лет вперед. Позже той ночью наш герой распахнул дверь своей спальни и снова увидел леди-убийцу, которая внимательно изучала чертежи, которые он сделал. Он немного пожурил ее за то, что она шпионит за ним и просто врывается в его комнату без предупреждения. Но женщина только посмеивается, указывая на то, что, по слухам, четвертый принц был полным неудачником с ужасным характером, но его изобретения были на высшем уровне. Она спросила, не для печи ли он недавно придумал эти чертежи, но парень был немного расстроен, наблюдая, как она играет с его секретными планами, которые он держал в своем кабинете. Увидев, что она впечатлена, он снова приписывает все заслуги Анне и объясняет, что эту машину можно использовать для любой тяжелой работы, например, для переноски или изготовления чего-либо. Женщина улыбается, услышав это, и говорит нашему мальчику, что сохранит чертежи, потому что в ассоциации много ведьм, которые могут использовать силу огня. Когда она прячет чертежи в свой плащ, взгляд парня случайно падает на ее декольте, и он смущенно запинается, говоря, что не давал ей разрешения. Она лишь ухмыляется и говорит, что у нее уже есть кое-что в качестве платы. Достав из-за пазухи документ, она протягивает его парню. Он с нетерпением хватает его и разрывает, чтобы увидеть, что письмо адресовано его слуге Тиру. В письме строго приказывалось Тиру не повторять ту же ошибку, и было велено убить принца в течение месяца демонов. Парень вспоминает, как принц Роланд использовал ее когда мог, и эти воспоминания сильно расстраивают нашего героя. Затем женщина говорит, что выкрала письмо у одного из голубей и добавляет, что на нем не было подписи, но она думает, что оно могло быть отправлено кем-то из его братьев или сестер. Она спрашивает, не против ли он, что она копнет глубже, чтобы выяснить, кто стоит за этими заказами. Он разрешает, и она принимает почтительную позу, говоря, что возьмет чертежи в качестве оплаты. На следующий день, когда приходит ночь, он все еще думает о вчерашнем письме. Парень падает на колени и говорит, что Тир вчера ночью откинула копыта. Очевидно, она упала с балкона, и на нем не было никаких следов борьбы, а охранники клянутся, что не видели, как кто-то входил или выходил. Ребята явно расстроены и говорят рыцарю, чтобы он поручил разобраться с этим главному слуге. Как только рыцарь вышел из комнаты, наш герой позвал леди-убийцу, и она тут же появилась. Она быстро рассказала, что слуга покончила с собой, как только увидела ее. Парень не смог скрыть своего разочарования, пробормотав, что думал, что она знает, как с этим справиться. Леди возразила, сказав, что Тир была связана веревками, но коварная служанка спрятала яд в своем фальшивом зубе, и как только она умерла от яда, сбросила слугу с балкона, чтобы все выглядело как несчастный случай. Хотя ее допрос зашел в тупик, она достала еще одну записку из декольте и сказала, что узнала вот что. Отправитель назвал Тир старшей сестрой и упомянул, что у нее есть вид на море. Она намекает, что, возможно, за всем этим стоит третья принцесса из порта Клируэтер. Она подозревает, что принцесса Гарсия Уимблдон держит семью Тир в заложниках, используя ее как пешку, чтобы устранить нашего героя. Судя по тому, как Тайра решила закончить разговор, она, похоже, много лет тренировалась, прежде чем ее отправили сюда. Парень очень разочарован тем, что его родные братья и сестры так легко готовы убить друг друга ради короны. Внезапно женщина наклоняется к уху нашего героя и шепчет, что ей нужно идти, потому что кто-то идет в их сторону. Парень немного краснеет, возможно, заметив, как натянулась ее рубашка на груди, прежде чем она исчезает в воздухе. В этот момент на старом экране появляется хорошая новость. Несколько человек вызвались сражаться с демонами в течение демонических месяцев. Принц широко улыбается и решает, что ему нужно самому все увидеть. Но прежде чем отправиться туда, старик спрашивает, действительно ли он хочет, чтобы эти обычные люди сражались с демонами. Оказавшись снаружи, наш герой тоже расстраивается и видит, что опасения консультанта были обоснованными. Эти люди не похожи на бойцов. Они больше похожи на уличных хулиганов. С другой стороны, рыцарь полон энтузиазма, потому что он выбрал этих людей, основываясь на пожеланиях нашего героя. Но глядя на этих бедняк с их хрупкими телами, становится ясно, что рыцарь ошибся. Принц только пожимает плечами, и кажется, что наш герой ожидал слишком многого от людей, которые едва сводят концы с концами. Даже консультант предлагает рассмотреть других кандидатов вместо этих простолюдинов. Но наш герой все равно настроен использовать их, как будто он уже нашел решение. Наш герой считает, что сила людей – это главное, когда речь идет о создании сильной армии, будь то средневековые мечи или современные технологии.
Рыцарь предлагает начать тренировки с мечом завтра, но наш герой отказывается. Вместо этого он говорит рыцарю собрать всех, а потом отправляется на пробежку. Он также говорит рыцарю взять с собой того охотника с железным топором и предлагает рыцарю просто сидеть и наслаждаться зрелищем. К полудню охотники присоединились к нашему герою. Но рыцарю не очень нравится такой подход к тренировкам. Он из семьи, где все воины, и не понимает, почему этим людям дают яйца просто за то, что они стоят тут все утро, тем более, что яйца стоят чертовски дорого. Наш герой снова говорит ему расслабиться и наслаждаться зрелищем. Он знает, что нельзя создать первоклассную армию за несколько месяцев, и ему не нужны мускулистые громилы, которые могут разорвать врагов голыми руками. Ему нужны дисциплинированные солдаты. Чтобы быстро добиться результатов, он использует военные методы, которым научился в колледже. Он видел, как быстро люди объединяются, и уверен, что эти люди последуют его примеру. Через некоторое время подъезжают повозки, и люди выстраиваются в очередь за яйцами. Люди все еще не могут понять, что яйца – это награда. Рыцарь громко стучит по тарелке, чтобы привлечь внимание, и приказывает всем построиться в 4 ряда. Он говорит, что еда будет выдаваться по очереди, и те, кто опоздает, будут ждать до конца. Все выстраиваются в очередь, и в воздухе витает смесь нервозности и покорности. Тем временем рыцарь все еще не понимает, зачем принц учит этих людей таким простым вещам. Внезапно толпа начинает перешептываться и обсуждать, кто-то выкрикивает имя Айрон Акс, который, похоже, пользуется здесь большой популярностью. Принц объявляет перерыв после обеда, а затем они отправляются в городскую казарму. Айрон Акс назначается их капитаном, и ему поручено научить всех ставить палатки. Как только наш герой заканчивает говорить, все начинают сплетничать о том, что принц назначил Айрон Акса командиром их взвода. Чтобы всех успокоить, он напоминает им, что Айрон Акс не местный, как и ведьмы, которые не из Серого замка. Наш герой подчеркивает, что в приграничном городе ко всем относятся одинаково, независимо от того, откуда они родом. Если они не преступники, то им здесь рады. Принц разворачивает невероятно длинный список. Он длиннее, чем список покупок в магазине, и говорит главному рыцарю, чтобы тот обращал больше внимания на эти правила, чем на то, кто станет капитаном. Он подчеркивает, что все должны выучить и соблюдать эти правила, если хотят есть яйца на завтрак. Главный рыцарь почесывает голову, думая, как чтение и письмо помогут в борьбе с демонами. Но принц отмахивается от его беспокойства и говорит, что хорошо обученная армия всегда эффективнее. По его словам, история много раз доказывала это. Далее мы попадаем в мэрию в Бордертауне. Там мы видим, как наш герой, еще полусонный, выходит из своей комнаты. Внезапно, откуда ни возьмись, появляется соловей и дразнит его за то, что он в последнее время много спит. Кажется, она тоже не прочь позавтракать вместе с нашим героем. Конечно, мальчику не очень нравится, что она вошла без разрешения и ест его завтрак. Он начинает размышлять вслух, неужели ее не учили быть более тактичной с королевской семьей. Когда он садится за стол, девушка принимает почтительную позу и спрашивает, достаточно ли она вежлива. Затем она как бы невзначай упоминает, что знает, что принц не любит всю эту ненужную показную вежливость. Мальчик удивляется, что она знает, что он предпочитает. Он вздыхает и говорит, чтобы она съела весь завтрак, чтобы он мог заказать еще порцию. Она принимается за еду, а принц начинает листать свои чертежи. Девушка с любопытством спрашивает, почему он в последнее время заказывает так много льда, ведь сейчас зима. И если наш герой хочет охладить свой виски, он может просто вынести его на улицу. Увидев свою раскрытую книгу заказов, принц Рональд понимает, что она, должно быть, видела все, что он заказывал в последнее время. Он признается, что пытается сделать сыр, и для этого ему нужно, чтобы температура была ниже нуля. Девушка хвалит нашего героя за его умные идеи. Мы узнаем, что наш герой солгал ей о сыре, потому что он делает что-то еще более секретное, о чем не хочет ей рассказывать, потому что не полностью ей доверяет, как Анне и Нанё. Он хочет узнать о ней побольше, прежде чем раскрыть свои настоящие секреты. Он, очевидно, сосредоточен на разработке оружия, которое проще сделать, чем паровые двигатели. Он боится, что если кто-то узнает о его методах, это может серьезно помешать его амбициозным планам. Кроме того, порох, который он заказывал, в основном состоит из селитры, которую богачи используют для охлаждения напитков летом. И это название просто вычурное название, придуманное аристократами. Но самое главное, что селитра – ключевой ингредиент для изготовления пороха, что добавляет еще один уровень секретности к его деятельности. Затем мальчик меняет тему и спрашивает, обучают ли ведьмы еще и убийц, помимо поиска священной горы. Женщина упоминает, что они группа чудаков, которые объединились из-за своей мечты найти священную гору, и что она сама присоединилась к ассоциации ведьм всего 2 года назад. Услышав это, мальчик спрашивает, работала ли она на кого-то еще до того, как присоединилась к ассоциации, и интересуется, есть ли люди, которые принимают ведьм. Поставив тарелку, женщина смеется над этой идеей, называя ее нелепой. К сожалению, она признается, что если бы ее предыдущий хозяин узнал, что она стала ведьмой, он бы не пустил ее на порог. Более того, она признает, что если бы она не была ему полезна, он бы избавился от нее тихо и быстро. Мальчик становится еще любопытнее и требует дальнейших объяснений о ее прошлом,
но женщина решает промолчать, обещая рассказать все подробно, когда придет время. Она также уверяет его, что не стоит об этом беспокоиться, говоря, что она свободна уже 5 лет и не собирается быть ничьей марионеткой. Мальчик молчит, опустив голову, и с тех пор прошло 5 дней. Во дворе мы видим, что наш герой наконец-то закончил свой первый пистолет, преодолев множество производственных трудностей, и он рад, что эта красота останется только у него. Одна из главных причин, по которой он работал над паровыми двигателями, заключалась в том, чтобы производить оружие в больших количествах. Поэтому ему нужно было сначала создать прототип, а потом уже запускать массовое производство. Но такими темпами он боялся, что к месяцу демонов у него будет всего 4 таких плохих парня. Тем временем рыцарь ломал голову над тем, как эти предполагаемые мушкеты помогут в борьбе с демонами. Парень посоветовал ему собрать лучших охотников деревни и создать отряд убийц, который будет владеть этим оружием. Но принц был в ужасе, когда рыцарь предложил использовать для этого патрульных, а не охотников. Что же, если посмотреть на этих солдат, то нежелание принца доверить это оружие хилым патрульным вполне оправданно. В темных туннелях под замком Роланд несколько солдат маршируют по туннелям. Внезапно один из них подпрыгивает и нападает на другого солдата. Солдат со шрамом на лице говорит этому худощавому усачу, что тот должен сдаться, иначе его ждет та же участь, что и его друга серого пса. Когда худощавый усач вспоминает своего погибшего друга, он еще больше злится и клянется, что эти хулиганы никогда не войдут в замок. С силой он отбрасывает солдата со шрамом, и тот падает, выронив меч. Затем худощавый усач достает свой меч и вонзает его в левое плечо солдата со шрамом, говоря, что это за серого пса. Солдат со шрамом истекает кровью и смеется, удивляясь, что обычный патрульный вроде худощавого усача смог его ранить. Худощавый усач раздражается, услышав это, и говорит, что пока солдат со шрамом тратил время на азартные игры и спал в пабах, он и его друзья каждый день тренировались, чтобы защитить свой родной город. Он клянется, что не позволит Лангсону и его приспешникам нарушить мир в их деревне. Когда тощий усач бросается на своего противника, чтобы прикончить его, к драке присоединяется еще один дерзкий парень и наносит ему удар прямо в грудь. Бедняга корчится от боли, пронзившей его тело, и падает на землю. Тем временем другие нападающие уверенно стоят над ним. К удивлению, тощему усачу удается вытащить кинжал из груди, несмотря на боль, и быстрым движением он бросает его в ближайший факел. Кинжал разбивает факел, пламя гаснет, и все погружается во тьму. В это время тощий усач прячется в одном из ящиков на складе продовольствия в замке. Он уверен, что эти люди пришли, чтобы испортить запасы еды. Если им удастся испортить всю еду, жителям пограничного города придется эвакуироваться в крепость Лонгсон. Солдат начинает винить себя за то, что не смог защитить продовольственный склад, в то время как их принц делает все возможное для развития города. Внезапно он с ужасом видит, как дверь позади него открывается, и в нее снова врываются те самые солдаты. Один из них хватает солдата за воротник и бросает его на землю, приказывая ему прекратить сопротивление и сдаться требованиям герцога Райана. Если вы забыли, кто такой герцог Райан, то это тот седовласый парень, который не хочет, чтобы наш герой находился на его территории. Солдат не сдается, несмотря на угрозу, и смело заявляет, что его принц обязательно сорвет планы герцога Райана. Нападающие только смеются над способностями принца. Затем главарь приказывает своим подчиненным схватить солдата и испортить еду, пока они здесь. Не раздумывая, лакей со всей силы бьет парня с тонкими усами по голове. Бедняга, прежде чем потерять сознание, думает, что, возможно, так и закончится его жизнь. Но, похоже, у судьбы другие планы, потому что на сцене внезапно появляется Соловей. Она спрашивает у незваных гостей, нравится ли им находиться на чужой территории, и предупреждает, что их вечеринка вот-вот закончится. Незваные гости требуют, чтобы она представилась. Соловей отвечает, что она просто местная жительница из приграничного города. Она спрашивает, зачем они сюда пришли, и говорит, что они похожи на крыс, выползших из канализации. Похоже, эти незваные гости не понимают, в какое дерьмо вляпались, и их главарь приказывает своим людям разобраться с загадочной девушкой. Но она лишь улыбается и одним движением руки сбивает их с ног. Наш солдат наблюдает за происходящим мутным взглядом, пока эта загадочная девушка расправляется с незваными гостями. Прежде чем он успевает понять, кто она такая, он теряет сознание. Наступает следующий день, и мы находим тела незваных гостей в продуктовом хранилище. Ночной дозорный, осматривая место происшествия, ломает голову, пытаясь понять, кто мог с ними расправиться. Он знает, что парень с тонкими усами не смог бы этого сделать из-за своих травм. Скорее всего, какой-то чужак вмешался без чьей-либо помощи. Их движения были настолько быстрыми, что у врагов не было шансов. И после них не осталось никакого беспорядка. Ни крови, ни перевернутых бочек, ни царапин. Внезапно он понимает, что где-то поблизости должен быть кто-то, кто хорошо владеет мечом. Он начинает гордиться историей своего клана и их мастерством в рыцарском искусстве. Солдат докладывает о результатах. Вскрытие тел завершено, и они опознаны. 8 из них были из охраны нашего города, а личность одного так и не установили. Главный рыцарь спрашивает о выживших. Солдат говорит, что капитан Брайан проходит специальное лечение, а Шармолицый заперт в темнице. Рыцарь приказывает солдату немедленно привести Шармолицева на допрос. Тем временем принц раздражен тем, что пока не добился никаких результатов, а эти ребята уже пытаются его свергнуть. Но
но он благодарен Соловью, которая спасла положение. Соловей уверяет его, что эти злоумышленники все равно не смогли бы добраться до него, ведь Анна спит прямо под его полом. Тогда принцу приходит в голову идея. Он предлагает Соловью стать его личным телохранителем, обещая ей более высокую зарплату, чем у Анны, хорошее жилье с садом, 2 выходных в неделю и оплачиваемый отпуск. Но даже со всеми этими заманчивыми преимуществами она вежливо отклоняет его предложение, объясняя, что не может покинуть ассоциацию и своих друзей. Принц предлагает перевести всех в город, ведь там много свободного места после строительства. Он уверяет ее, что там не будет никакой дискриминации, и они смогут жить свободно. Она снова отказывается, говоря, что подумает об этом в будущем, и принц чувствует себя немного неловко после того, как получил отказ. Продолжая, мальчик спрашивает, благополучно ли она отправила Нану домой после того, как вылечила солдат. Она подтверждает, что отправила, и говорит, что Нана была напугана, когда увидела раненых солдат. Но это неудивительно. Учитывая, что она в основном лечила цыплят, исцеление человека, покрытого ранами, было для нее пугающим. Возвращаясь к разговору, мальчик спрашивает, выяснила ли она, кто из его братьев и сестер мог стоять за этим вторжением. Леди отвечает, что на этот раз это был не один из его братьев или сестер. Преступники подкупили патрульных на границе города. Их план был настолько небрежным, что они оставили в живых 2 свидетелей, которым даже не хватило смелости покончить с собой, прежде чем их поймали. Она уверяет его, что они скоро разберутся, потому что главный рыцарь уже допрашивает одного из злоумышленников. Она также упоминает, что эти ребята были на удивление слабыми и плаксивыми по сравнению с тем, кто проник в замок принцессы. Пока за стенами замка все спокойно, мы видим, как наш герой идет рядом с главным рыцарем, направляясь навестить солдата с тонкими усами. Когда солдат замечает принца в комнате, он в шоке и прыгает на кровать. Принц начинает с похвалы Брайану за его храбрость и борьбу, которую он выдержал. Но Брайан начинает плакать, говоря, что на самом деле это сделал его друг, настоящий герой, который пожертвовал своей жизнью. Но принц успокаивает солдата, говоря, что похороны его друга дадут ему признание, которого он заслуживает за свою храбрость. Что касается шрама, то его ждет суровое наказание. Его должны повесить через 3 дня, и принц надеется, что Брайан будет в порядке и сможет это увидеть. Солдат с тонкими усами упоминает, что у шрама возможно благородная кровь, намекая, что это может вызвать проблемы с крепостью Лонг-Сонг. Принц отмахивается, объясняя, что у шрама может быть благородное происхождение от семьи Лося, но у него нет ни титулов, ни земли. Кроме того, он пытался сжечь все запасы еды в пограничном городе, что привело к огромному беспорядку, который нельзя игнорировать. Принц уверяет тонкого усача, что патрулированием займется кто-то другой, и что в следующем месяце демонов он будет чтить его как храброго рыцаря. Затем мы поднимаемся на городскую стену, где новобранцев усердно тренирует охотник Железный топор. Железный топор привлекает всеобщее внимание, и все вытягиваются по струнке, потому что принц пришел с проверкой. Но, похоже, наш принц не знает, что сказать во время этой проверки. Он неловко подходит к одному из солдат и спрашивает, как проходит их день. С дружелюбной улыбкой он интересуется, как солдат себя чувствует и хорошо ли он питается в последнее время. Солдат очень нервничает, а принц, кажется, копирует то, что когда-то видел по телевизору. Внезапно солдат падает на колени, и принц в недоумении смотрит на него, не понимая, что происходит. Тем временем у солдата на глазах выступают слезы. Не только у него, но и у всех остальных. Они очень тронуты тем, что принц лично пришел их проверить. Принц протягивает руку и говорит солдату, чтобы тот поднялся. Похоже, что благодаря хорошей еде, которую наш герой им давал, солдаты приободрились. Принц напоминает всем, что они могут высказаться, если у них есть предложения или жалобы, и обещает, что они будут хорошо питаться. Внезапно тот застенчивый парень, который говорил раньше, снова подает голос. Он говорит, что в их гражданской армии недостаточно солдат, и что, учитывая, как их тренируют, у них нет шансов против демонов, когда они нападут. По толпе проносится шепот, все думают об одном и том же. Принц собирается нанять наемников для борьбы с демонами. Но наш герой жестом останавливает их и с широкой улыбкой спрашивает солдата, как его зовут. Солдат Ваннер нервно отвечает. Наш герой хвалит Ваннера за зоркий глаз и соглашается, что полагаться только на гражданскую армию для защиты всей стены бессмысленно. Однако он отмечает, что демоны — это просто мутировавшие животные и звери, не такие умные, как люди, и Железный топор доказал это, сражаясь с этими монстрами. Железный топор кивает в знак согласия, говоря, что эти существа именно такие, как описал принц. Но он признает, что гибриды — это совсем другое дело, и с ними будет сложнее справиться. Принц предлагает стратегически разместить заборы, рвы и холмы, чтобы направить глупых зверей в ловушки, которые они подготовили. Он считает, что это сработает, потому что эти существа довольно простодушны. Байер Накс все еще беспокоится, что придется подойти слишком близко к этим зверям. Он говорит, что копья и луки не помогут против них, если дело дойдет до драки. Наш герой ухмыляется и соглашается, зная, что традиционное оружие не поможет. Вот почему он придумал новое оружие, которое надежнее, чем целый отряд рыцарей в доспехах. Толпа с нетерпением ждет, чтобы увидеть эти новые игрушки. Мы на полигоне, и вдруг происходит мощный взрыв, от которого сотрясается все вокруг. Наши герои в восторге, что
что его изобретение с порохом сработало, но остальные просто в шоке. Железный топор даже бормочет что-то о том, что этот взрыв — гнев Божий. Взрыв проделал огромную дыру в земле и даже убил подопытных кроликов. Принц приказывает всем подойти поближе и осмотреть все, чтобы собрать данные для исследований. Наш герой в восторге от того, что они могут создать такое мощное оружие, просто смешав несколько элементов в нужных пропорциях. После взрыва все уничтожено, и охотник предлагает не беспокоиться о монстрах, если у них будет это мощное оружие, но принц напоминает, что у них не хватит пороха до месяца демонов. Тем не менее он рад, что они могут справиться с этим, полагаясь в основном на ружья и арбалеты, а порох оставить как козырь в рукаве. В следующей сцене Соловей описывает, как выглядит мир для нее, черно-белый, без четких границ. Она перемещается по тропам, которые не подчиняются обычным правилам, меняя свой взгляд на мир. Вверх-вниз, влево и вправо, все это не имеет четких границ. Они сталкиваются, разлетаются или накладываются друг на друга. Перемещаясь по этим постоянно меняющимся линиям, она видит мир с высоты птичьего полета, позволяя себе проноситься сквозь все, что угодно. Помимо черного и белого, она может видеть и другие цвета. Например, ведьмы — это воплощение магии, и она чувствует, как магия течет и угасает в их телах. В этом мире только у ведьм есть что-то по-настоящему удивительное, и магия Анны выделяется яркими, насыщенными цветами. Внезапно Анна зовет ее, и Соловей возвращается в реальный мир. Когда Анна спрашивает, что Соловей здесь делала, та ловко меняет тему, говоря, что принесла рыбные котлеты. При виде угощения лицо Анны озаряется радостью, но Соловей говорит, что сначала нужно вымыть руки. Вместо воды Анна просто использует свою огненную магию, чтобы очистить руки, что очень впечатляет женщин. Именно тогда Соловей понимает, что Анна единственная ведьма в их группе, обладающая такими невероятными способностями. Осознание этого наполняет ее страхом и грустью, ведь такие сильные способности сопряжены с риском. Приближается месяц демонов, и она беспокоится, что Анна будет испытывать невыносимую боль во время полового созревания. Соловей мягко предлагает Анне вступить в ассоциацию, где другие ведьмы могли бы поддержать ее. Она уверяет Анну, что все будут рады видеть такую могущественную ведьму среди них. Но затем тон Соловей становится серьезным, и она признается Анне, что, возможно, не переживет эту зиму. Анна спрашивает, где Соловей жила до того, как присоединилась к ассоциации. Соловей отвечает, что раньше она жила в большом городе на востоке, недалеко от столицы. Анна спрашивает, была ли Соловей тогда счастлива. Мысли Соловей тут же возвращаются в прошлое, и она вспоминает, как была несчастна, заперта в кандалах и с медальоном, подавляющим ее силу. Вместо прямого ответа Соловей меняет тему и спрашивает, почему Анна хочет это знать. Анна открывается и рассказывает, что у нее была тяжелая жизнь в трущобах приграничного города. Ее отец продал ее церкви за 25 золотых монет, и именно наш герой освободил ее от этих цепей. Теперь Анна по-настоящему счастлива, что она здесь. Соловей мягко напоминает Анне, что уйти из замка нельзя, потому что ведьм ненавидят, но Анна остается оптимисткой, веря, что принц все изменит для них. Внезапно их разговор прерывается, когда врывается Нана и хлопает дверью. Она в слезах бросается к Анне и говорит, что у нее большие неприятности. Тем временем наш герой крепко спит и видит во сне свои героические подвиги, но тут его грубо будит Соловей. Она в ярости и сообщает ему, что отец Наны уже в пути и подозревает, что она ведьма. Услышав, что секрет Наны раскрыт, принц в шоке и решает действовать, надеясь, что у него есть шанс оставить Нану в замке. Он думает, как отреагирует дворянин, когда узнает, что его дочь ведьма. Будет ли он умолять принца оставить ее и сохранить ее секрет? Когда наш герой наконец выходит из замка, реальность оказывается совсем не такой, как он себе представлял. Отец Наны в ярости и требует немедленно вернуть ему дочь. После того, как они садятся, отец Наны зовет ее к себе. Девочка пугается и спрашивает, не собирается ли он продать ее в церковь. Мужчина успокаивает ее, говоря, что церковь никогда не возьмет такую бестолковую девчонку, так что ей лучше вернуться к отцу. Но тут вмешивается наш герой и напоминает ему, что его дочь ведьма. Мужчина отказывается верить в это, и даже когда сама Нана подтверждает, что она ведьма, отец очень злится и предполагает, что учитель Карл просто назвал ведьмой другую девочку. Тогда наш герой кивает Анне, и она показывает свои магические способности. Она делает это прямо сейчас, и старик в шоке наблюдает за колдовством. Наш герой просит его успокоиться и обещает, что они все объяснят. В конце концов, отец начинает понимать, что его дочь просто хочет попрактиковаться в колдовстве, но наш герой чувствует себя неловко из-за того, что отец считает его педофилом. Раз он приглашает маленьких девочек в замок, тогда мальчик переходит к делу и говорит, что у Наны есть целительские способности, которые могут пригодиться в пограничном городе во время нашествия демонов. Но отец, мистер Пайн, вежливо отказывается, беспокоясь о безопасности дочери, если она останется здесь. Наш герой говорит, что возможности часто сопряжены с опасностями, и упоминает, что, по его сведениям, дед Наны и отец мистера Пайна были отважными рыцарями. Благородное происхождение семьи Пайн связано с героическими поступками их деда. Мистер Пайн соглашается и с гордостью вспоминает, как его отец однажды
сразился с невероятно сильным демоном и победил его. У него даже есть огромный рог демона, который висит над камином как доказательство. Но наш герой замечает, что семья Пайн уже не так престижна, как раньше. Теперь семья Пайн – обычные граждане. Отец с грустью признает это. Затем он замечает грубые мозолистые руки мистера Пайна, которые доказывают, что тот не утратил воинственный дух и ежедневно тренируется, оттачивая навыки владения мечом. Поэтому он предлагает Пайну присоединиться к защите границы, обещая дать ему достаточно земли, чтобы он стал настоящим дворянином. Несмотря на заманчивое предложение, Пайн не хочет рисковать и предпочитает отправить Нану в крепость Лонгсанг, чтобы она не пострадала. Наш герой напоминает ему, что крепость Лонгсанг не так безопасна, как пограничный город. У церкви везде есть глаза и уши. Если правда на нее всплывет, то даже он не сможет ее защитить. Он обещает подготовить небольшую лодку для быстрого отступления в Лонгсанг, если возникнут проблемы, чтобы обеспечить безопасность Наны и Анны. Наконец, старик доверяется принцу, уважительно кивает и обещает сражаться за нашего героя. Все облегченно вздыхают и улыбаются, но Анна хмурится, показывая, что она недовольна тем, что наш герой хочет отослать ее. Она ясно дает понять, что никуда не поедет. На следующий день приходит старый констебль и выглядит очень обеспокоенным тем, что они потратили все деньги на оружие и тренировки. Он переживает, что если так будет продолжаться еще несколько месяцев, то все точно умрут с голоду. Парень хлопает себя по лбу и разрешает ему использовать свои сбережения для бюджета. Старик соглашается, но ворчит, что это не решит их долгосрочных проблем. Наш герой пожимает плечами и говорит, что если защита не сработает, они эвакуируют город как можно скорее, а потом отправляет старика выполнять его указания. Когда констебль уходит, парень чувствует себя подавленным, потому что потратил все свои сбережения, и если защита границы все равно не сработает, то он в пролете. Но тут настроение у него поднимается, когда снова появляется соловей. Женщина сразу же говорит, что он солгал старику о том, что уедет из города. Принц сразу же признается в своей лжи, потому что не хочет расстраивать и без того напуганных жителей города. Соловей советует ему проводить время с Анной, а не переживать из-за политики. Она боится, что Анна может не выжить, но мальчик настаивает, что она справится, потому что обещала победить этих демонов любой ценой. Найтингейл удивляется, как он может доверять ведьме, проклятой демонами. Мальчик просто пожимает плечами и говорит, что верит в нее, и добавляет, что он тоже доверяет Найтингейлу. Женщина смотрит на бесстрастное лицо нашего героя и понимает, что он не лжет. Он спокойно говорит, что не лжет без веской причины. Вдруг они слышат шум снаружи. Найтингейл выглядывает в окно и заметно волнуется, замечая, что идет снег. Наступила зима. Мальчик решает проверить, как продвигается обучение охотника железного топора. На стрельбище железный топор стреляет из ружья и попадает в цель. Появляется принц и спрашивает о тренировках. Железный топор сияет как ребенок и с энтузиазмом говорит, что освоил все основы, которым его учили. Принц не удивлен, потому что железный топор, будучи воином до мозга костей, может обращаться с любым оружием. Мужчина хвалит эту железную трубу богов за ее невероятную мощь. Он стискивает зубы и говорит, что если бы у него была эта труба, когда он сражался с гибридным монстром, у того не было бы шансов. Железный топор падает на колени, потрясенный тем, что принц доверил такую разрушительную силу простому охотнику, как он, и обещает не подвести своего принца. Затем принц спрашивает своего главного рыцаря Картера, как идут дела. Рыцарь выглядит немного серьезным и говорит, что им действительно нужно больше оружия, чем 2 ружья, которые у них есть. Наш герой понимает его и уверяет, что еще 2 ружья уже в работе и скоро будут готовы. Он признается, что они поспешили с разработкой пороха, потому что наконец-то настали месяцы демонов. Я начинаю думать, что этот комикс превращается в манхву по мотивам «Игры престолов». В любом случае, когда он поднимается на городскую стену, солдаты сразу же приветствуют принца. Увидев, как они склоняют головы, наш герой смущается и жалеет, что не научил их правильному военному этикету. Охотник говорит, что после первого снега демонов стало меньше, но наш герой все равно просит его быть осторожным. Вдруг они что-то замечают и видят вдалеке демона. Солдаты начинают паниковать, и один из них спрашивает, не нужно ли поднять тревогу. Наш герой говорит солдату, что пусть решает сам, ведь у него больше опыта после тренировок. В конце концов, солдат решает не поднимать тревогу и опускает лук. Наш герой с облегчением видит, что его тренировки с солдатами не прошли даром, потому что с демоном нужно быть осторожным, а не действовать импульсивно. Зверь приближается к стене, набирая скорость. Принц прищуривается и внимательно смотрит, пытаясь понять, не лиса ли это. Охотник соглашается, указывая, что животное недавно было одержимо, поэтому оно не такое уж и опасное. Волк готовится перепрыгнуть через стену, и охотник быстро готовится к атаке. Главный рыцарь Картер выходит вперед, прикрывая принца. Как только зверь бросается на них, охотник выпускает стрелу, которая пролетает по воздуху и мгновенно сбивает зверя. Принц смотрит вниз
вниз и видит лежащее на земле мертвое существо. Рыцарь облегченно вздыхает, радуясь, что они избежали столкновения. Тем временем наш герой замечает странную черную кровь и не может понять, почему она такая. Он также недоумевает, почему ведьмы могут избавиться от демонического влияния, а эти животные нет. С любопытством мальчик спрашивает, может ли кто-то, укушенный демоном, превратиться в безмозглого упыря. Охотник сразу же отвергает эту идею, говоря, что упырей не существует. Наш герой вздыхает с облегчением, радуясь, что ему не придется иметь дело с зомби-апокалипсисом. Затем он спрашивает, съедобно ли мясо. Услышав это, рыцарь испугался и спросил, почему принц хочет съесть проклятое мясо. Охотник согласился, вспомнив, как однажды скормил кусок демонической плоти охотничьим собакам, которые тут же умерли. Мальчик разочарованно вздыхает, думая, что это пустая трата хорошего мяса. И рыцарь, и охотник в шоке от того, что принц действительно собирался его съесть. Но наш герой тут же напоминает им, что еды не хватает. И было бы здорово, если бы они смогли полакомиться мясом, которое собирались добыть. Вдруг вбегает солдат и говорит, что кто-то ранен. Оказывается, это не один из обычных охранников, а рабочий с северных шахт. Через мгновение Нана уже сидит одна, и вдруг появляется соловей, спрашивая, не скучно ли ей. Девочка подпрыгивает от испуга, а женщина быстро извиняется за то, что так напугала ее. Затем соловей упоминает, что Анна все еще работает и скоро вернется. Нана спрашивает, продолжает ли Анна заниматься этими грязными кучами, и Найтингейл кивает в ответ. Затем Найтингейл садится на стул и по привычке без разрешения берет чашку чая у Анны. Кажется, Нана немного расстроена из-за своей новой работы. Принц поручил ей лечить раненых солдат. Она не то чтобы не хочет выполнять эту работу, но вид раненых солдат травмирует ее. Она хочет преодолеть свой страх, чтобы продолжать эффективно использовать свои способности, и хочет быть такой же смелой, как Анна. Вдруг Найтингейл замечает, что кто-то идет, и вбегает солдат, который говорит Нане, чтобы она срочно спустилась вниз, потому что там тяжело раненый пациент, которому нужна ее помощь. Внизу, в лазарете, раненый мужчина кричит от боли, умоляя принца облегчить его страдания. Вид солдата, который отчаянно борется за свою жизнь, заставляет нашего героя волноваться. И он думает, не связаны ли ожоги этого человека с неисправностью парового двигателя на северных шахтах. Нана подходит к обожженному шахтеру, дрожа от страха. Отец ободряюще гладит ее по голове. Нана подавляет свой страх, сразу успокаивается и говорит, что готова приступить к работе. Когда вокруг нее задергивают занавески, она делает глубокий вдох, призывает свои магические способности и начинает лечить мужчину. Вскоре раненый полностью исцеляется и выглядит свежим, как огурчик. Тем временем отец поражен и гордится своей маленькой девочкой, впервые увидев ее способности к исцелению, и называет это настоящим чудом. Брайан с радостью отмечает, что он тоже выжил благодаря Нане. Принц в шоке от услышанного и быстро просит Брайана говорить тише. Он напоминает ему, что когда Нана вылечила его, она сбежала из дома, и отец ничего не узнал. Принц Роланд не хочет иметь дело с ее разгневанным отцом. Теперь, когда раненый очнулся и полностью выздоровел, он не может поверить, что он действительно жив. Принц Роланд уверяет его, что это правда, и с гордостью сообщает, что Нана, одна из ведьм, спасла ему жизнь. Позже, когда наш герой возвращается в свою комнату, его встречает соловей и спрашивает, почему он так рано раскрыл секрет Наны. И тут мы возвращаемся к моменту, когда шахтер узнает, что Нана ведьма, и приходит в ужас. Он начинает паниковать и напоминает всем, что ведьмы — это дьяволы. Но ее отец быстро его осадил и сказал, что его дочь не имеет никакого отношения к дьяволам, и это она спасла ему жизнь. Внезапно шахтер садится и падает на колени перед девочкой, извиняясь за свои слова и горячо благодаря ее за спасение своей жизни. В настоящем наш герой думает, что это был идеальный момент, чтобы раскрыть ее тайну, учитывая, как все хорошо получилось. К тому же, если они собираются использовать ее силы против демонов в ближайшие месяцы, то скрывать, что она ведьма, было бы бессмысленно. Он также подчеркивает, что поскольку церковники уже уехали в крепость Лонгсонг, никто не будет издеваться над его девочками. Леди спрашивает, все ли он спланировал заранее. Мальчик тут же соглашается, говоря, что из-за снега дороги к крепости и морским портам перекрыты, а у церкви нет возможности узнать, что происходит в приграничном городе. Не говоря уже о том, чтобы принять меры против ведьм. Это дает ему целых 3 месяца, чтобы изменить мнение людей о ведьмах, которые считаются воплощением зла. Он говорит, что теперь солдаты видят в Нане не злодейку, а ангела, ведь она недавно их вылечила. Они могут продолжать использовать ее силу, чтобы лечить людей, и это поднимет всем настроение. Как только они избавят людей от предрассудков, все будут счастливы. Найтингейл не понимает, чего хочет добиться наш герой, и спрашивает, почему
почему он так много делает для ведьм. Наш герой снова напоминает ей, что в его приграничном городе нет дискриминации по происхождению, и даже ведьмы, которых все ненавидят, должны жить здесь, как и все остальные люди. Глаза женщины расширяются, когда она слышит о грандиозных планах нашего героя, и становится ясно, что она хочет сказать что-то важное. Она признается, что раньше не была честна с нашим героем. Принц ошеломлен этим откровением, и женщина начинает объяснять, что ее сестры из ассоциации уже давно скитаются, теряя надежду. Все, чего они хотят сейчас, это безопасное место, где они будут счастливы, даже если это всего лишь замок. Сначала мальчик смущен ее признанием, но потом понимает, что она действительно готова привести всех ведьм в приграничный город. Но она быстро возвращает его с небес на землю, предупреждая, что если ведьмы придут в замок, ему придется иметь дело с церковью. Мальчик успокаивает ее, говоря, что главный офис церкви находится далеко. Даже если они узнают, что из пограничного города сбежали ведьмы, они не отправятся в Серый замок только ради него. Он уже планирует собрать достаточно влияния, чтобы соперничать с церковью и создать мир, в котором ведьмы смогут жить рядом с обычными людьми. Он мечтает расширить этот мир до границ Серого замка или даже всего королевства. В следующей сцене мы видим столицу Серого замка. Солдаты верхом на лошадях едут по дороге, когда их капитан внезапно приказывает всем остановиться. Он выглядит очень довольным, когда они наконец возвращаются в замок. Люди в замке запускают фейерверки, приветствуя человека, который снова въезжает в город, Джеральда Уимблдона, первого принца Серого замка. Забавно, что у этих придурков есть взрывчатка для фейерверков, хотя прошло всего несколько глав с тех пор, как наш герой изобрел порох в этом примитивном обществе. В любом случае ворота открываются, и принц Джеральд въезжает в город со своей свитой. Войдя внутрь, он сразу переходит к делу и говорит, что пришел забрать то, что принадлежит ему по праву от своего отца. Появляются три подозрительных типа, кланяются принцу и сообщают, что уже выполнили задание. Затем принц Джеральд спрашивает, удалось ли им заменить королевскую стражу короля, как планировалось. Лакей признается, что в плане возникли проблемы, и они смогли заменить только стражу в покоях короля. Мужчина отмахивается, говоря, что пока он и его люди могут попасть в замок, все в порядке. Лакей быстро успокаивает его, говоря, что никто не помешает им войти. Затем старик упоминает, что звезда принца Джеральда, небесная звезда, покидает точку равноденствия и исчезнет из этого полушария примерно через 4 месяца. Он спрашивает, помнит ли Джеральд, что означает активность этой звезды. Принц вспоминает детские воспоминания, когда он играл со своими младшими братьями и сестрами. Затем он возвращается в реальность и признается, что уже знает, что означают эти звезды. Это значит, что он готов нарушить правила, которые их отец установил для них, и принц Джеральд займет трон Серого замка. Выйдя из комнаты короля, принц чувствует странный запах и спрашивает лакея, откуда этот запах крови. Старик объясняет, что король вызвал служанку, которая заметила, что после ее ухода сменился персонал, поэтому им пришлось избавиться от нее. Похоже, что-то интересное происходит, потому что король не общался с женщинами с тех пор, как умерла их мать. Принц собирается войти, но старик замечает, что стражи нет, и это облегчает задачу. Принц усмехается, что он не собирается пробираться сюда как крыса. Он здесь, чтобы обсудить с отцом вопрос о наследовании трона. Но если разговор не поможет, он попробует что-то другое. Он достает меч и наклоняется к двери. Запах крови становится сильнее. Он заглядывает внутрь и видит кровь и выбивает дверь. Внутри он видит своего брата, а третий король Серого замка, Уимблдон, лежит мертвый с кинжалом в груди. За этим стоит убийца Тимоти Уимблдон, второй принц Серого замка. Увидев своего старшего брата, Тимоти заявляет, что не хотел этого делать, но у него не было выбора, как и у первого принца, когда тот пришел сюда. Почти сразу же за первым принцем появляется группа солдат и окружает его, заставая врасплох. Старший брат спрашивает младшего, как долго тот планировал это. Тимоти объясняет, что указ, который издал их отец, был похож на шахматную партию. Он признает, что собирался играть по правилам, но третья принцесса начала играть грязно. Он также указывает на Джеральда как на грязного игрока, предполагая, что первый принц не стал бы мчаться через все королевство в столицу без предупреждения от своего лакея-астролога. Похоже, что его лакей тоже предал первого принца. Хотя старик уточняет, что никогда не лгал, но когда небесные тела смещаются от равноденствия, это символизирует заблудившегося путника, но также предвещает падение. Первый принц раздражается и кричит на младшего брата, напоминая ему, что он был любимым сыном, которому король дал все преимущества, но он убил их отца. В ответ Тимоти бесстыдно ухмыляется, указывая на лицемерие первого принца, ведь он тоже был здесь, чтобы убить короля, если разговоры не помогут. Первый принц дрожит, вероятно, увидев, что его брат так жестоко говорит правду. Он спрашивает Тимоти, не специально ли тот заманил его сюда, чтобы тоже избавиться от него. Тимоти просто пожимает плечами, говоря, что не собирался противостоять их сестре, просто оставаясь на месте, чтобы убить своего старшего брата. Он вроде как впечатлен, что их сестра тоже предвидела все это еще до того, как указ был написан. Тимоти продолжает объяснять, что хочет отменить этот королевский указ, потому что его Валенсия не похожа на порт Серого замка, где его сестра выращивает воинов как кроликов. Ему нужна армия достаточно большая, чтобы бросить вызов сестре,
а это возможно только в том случае, если он наденет корону Серого замка. Первый принц приходит в ярость и бросается на брата, но солдаты быстро вмешиваются. Один из них ударяет принца сзади копьем, заставляя его упасть на колени перед младшим братом. Тимоти с дьявольской ухмылкой сообщает брату, что его обвинят в убийстве короля и приговорят к смертной казни. Солдат прижимает первого принца к полу, но тот продолжает протестовать, спрашивая, имеет ли Тимоти право судить его, и клянется, что расскажет всем о преступлениях Тимоти. Но Тимоти все предусмотрел. Он приготовил зелье под названием «Глушитель». После того, как кто-то выпьет его, он не сможет произнести ни слова. Убив брата, Тимоти собирается разыграть скорбь. Поскольку больше никого нет в очереди на трон, он станет королем без особых усилий. Он приказывает брату проклясть сестру за ужасную судьбу, которая его ждет, а первый принц вспоминает прошлое, и солдаты уводят Джеральда. Хитрый лис, предавший первого принца, называет Тимоти королем и заявляет, что корона уже принадлежит ему. Тимоти хвалит мужчину за хорошую работу, но затем достает предположительно ядовитую таблетку и говорит, что если мужчина не хочет, чтобы его предали, то должен ее проглотить. Тимоти смотрит на своего отца, стиснув зубы от злости, и видит, что тот мертв. Воспоминания переносят его в прошлое, когда он доложил королю, что Джеральд направляется в столицу с намерением силой захватить корону. Тимоти спросил, есть ли у короля план, как это предотвратить. Король лишь маниакально ухмыльнулся, оставив мальчика в недоумении. В следующее мгновение король выхватил кинжал, размахнулся изо всех сил и вонзил его себе в грудь, мгновенно умерев на глазах у Тимоти. Тимоти в ярости. Он пытается понять, кто затеял эту борьбу за корону. Он твердо намерен найти этого ублюдка и показать ему, что бывает, когда связываешься с королевской семьей. Похоже, что женщины, которые приходили к королю раньше, замешаны в этом деле. В любом случае, мы возвращаемся в приграничный город, где в последнее время все было спокойно. Прототип паровой машины в шахтах починили, несчастных случаев не было, и демоны тоже не доставляли проблем. Наш герой отдыхал, придумывая, как поднять экономику города и снова наполнить свой пустой кошелек. Но тут бац! Его покой нарушает ночной визит с плохими новостями. Огромная орда демонов собирается за стенами. У границы внизу воют монстры. Солдаты наверху в ужасе от их количества. И давайте не будем забывать про Вонера. Он был обычным шахтером, который пошел в армию только ради чертовых яиц. Один из монстров бросается на стену и врезается в нее, отчего вся стена сотрясается. И это тоже сильно повредило стену, но монстр тут же падает на землю, и монстры, похожие на волков, начинают наступать. Охотник Iron Ace быстро приказывает всем приготовиться к бою. Как только волки оказываются прямо перед ними, перепуганный Ванер собирается с духом и по приказу капитана пронзает их копьями. Одному из волков удается забраться наверх, но капитан быстро выхватывает пистолет и вышибает ему мозги. Когда непосредственная угроза миновала, Iron Ace приказывает всем сохранять бдительность и следить за тем, что происходит впереди. Внезапно один из солдат кричит, что на него напали и проткнули живот. Вид вываливающихся внутренностей приводит Ваннера в ужас. Рыцарь и принц наконец-то добираются до места происшествия. Рыцарь говорит Ваннеру, чтобы тот успокоился и вспомнил свои тренировки. Когда солдат приходит в себя, он берет себя в руки и приказывает отнести раненого в госпиталь, а остальные продолжают сражаться с демонами под стеной. Принц не может сдержать улыбку, видя, что Ваннер проявляет такую дисциплину. Он рад, что все эти тренировки по поеданию яиц не прошли даром для подготовки гражданского населения. Вдруг они замечают на земле что-то странное, настолько жуткое, что даже наш герой пугается. Охотник, тоже напуганный, быстро достает пистолет и говорит, что сегодня у них явно будут проблемы. У нашего героя голова идет кругом при виде этого чудовища, отвратительного существа, которое, кажется, нарушает все законы биологии. Он никогда не думал, что столкнется лицом к лицу с таким мутантом. Солдаты осыпают чудовище градом стрел, но это все равно, что стрелять зубочистками по танку. Стрелы просто отскакивают от его толстого, похожего на гору щита. Солдаты смотрят на своего командира, спрашивая, что им делать дальше. Тем временем чудовище продолжает идти, и каждый его шаг сотрясает землю. Понимая, что им нужна более мощная артиллерия, наш герой приказывает своим солдатам зарядить мушкеты. Когда чудовище подходит ближе, они начинают стрелять, но это так же эффективно, как пытаться остановить тираннозавра водяным пистолетом. Солдаты начинают паниковать, когда даже мушкеты не могут справиться с этим монстром. Принц приказывает своему заместителю Ваннеру собрать людей и принести динамит из хранилища. Отдав приказы, он пытается заставить всех их выслушать, но тут бац. Гигантское чудовище разрушает стену, которую они с таким трудом построили. В этот момент принц понимает, что они в полной заднице. Он не думал, что чудовище окажется таким сильным, и приказывает немедленно отступать, пока все не стало еще хуже. Когда стена рушится, появляется Найтингейл и спасает нашего героя от падения. Когда они оказываются на твердой земле, принц спрашивает, что она здесь делает. Она объясняет, что пришла, потому что волновалась, и теперь ее опасения подтвердились. Она спрашивает нашего героя, как он собирается
справиться с чудовищем. Он уверяет ее, что у него есть план, и тут появляется Ваннер с динамитом в руках. Наш герой приказывает ему поджечь фитиль и бросить динамит под ноги чудовищу. Тем временем бедный Ваннер в панике, ведь на кону его жизнь. Наконец он поджигает фитиль, бросает динамит и убегает, пока фитиль горит. Когда он догорит, бабах! Все вокруг сотрясается от мощного взрыва, который попадает прямо в брюхо монстра. Все начинают радостно пританцовывать, наблюдая, как монстр безжизненно падает на землю. Принц ухмыляется, как будто только что сдал экзамен на отлично. Но их веселье прерывается, когда они замечают, что на них снова нападают звери, пусть даже это обычные животные, но их много. Солдаты пытаются поднять щиты, а наш герой стоит в растерянности и паникует. Кабан вдруг издает рев и бросается прямо на них. Один солдат, лежащий на земле, не может поверить своим глазам, когда видит, что в бой вступает девушка. Но это не просто девушка. Это Анна, и она необычная леди, и тебе лучше это запомнить. Анна смотрит на монстра, не выказывая страха. Она использует свои силы и бросает огонь прямо в кабана. Пламя попадает в цель, и кабан поджаривается заживо. У нашего героя отвисает челюсть. Он совершенно ошеломлен увиденным. Он чувствует себя полным идиотом, потому что никогда не думал о том, что Анна может сражаться на поле боя, а не только строить дома и города. Именно поэтому он держал ее в лазарете, чтобы она была в безопасности, и он понятия не имеет, как она выбралась отсюда. Когда рыцарь Брайан падает на колени, он сообщает принцу, что мисс Анна беспокоилась о его безопасности и настояла на том, чтобы пойти к стене, и он не смог ее остановить. Изначально наш герой планировал с помощью способностей Наны убедить людей в том, что ведьмы не опасны, и как только люди примут ведьм, наш герой хотел публично рассказать о существовании Анны. Но, похоже, уже поздно что-то скрывать. Мальчик быстро приказывает Брайану защитить Анну от опасности, а Иволги сделать то же самое. Тем временем Анна уверенно выходит вперед, а солдаты окружают ее, чтобы защитить. Анна решительно поднимает руки, и в ее ладонях вспыхивает пламя, которое она направляет в дыру в стене, чтобы остановить монстров. Наш герой потрясен этим зрелищем, но монстры продолжают появляться из пламени. Тогда мальчик встречается взглядом с Анной. И в этот момент принц понимает, что нужно делать. Он тут же выхватывает пистолет у рыцаря и начинает стрелять в монстров, целясь им прямо в головы. То, что их принц действует, поражает всех. Принц поднимает свой пистолет и приказывает солдатам приготовиться к бою. Его четкий голос наполняет воздух, когда он приказывает им защищать стену и свой город. Толпа воодушевляется и готова защищать свой город. Через некоторое время последний оставшийся волк падает замертво, сраженный стрелами, и солдаты празднуют победу. Рыцарь потрясен их успешной обороной. Но тут принц вдруг вспоминает об Анне и начинает паниковать, потому что был так занят, что почти забыл о ней. Он беспокоится, как объяснить гражданским, что она ведьма. Он оглядывается по сторонам в поисках Анны, но замечает кое-что удивительное. Все относятся к ней с уважением, они называют реинкарнацией дьявола или кого-то еще. Принц почти ничего не знает об этом неожиданном отношении к ней со стороны гражданских. Хотя ее огненная сила напугала его, похоже, она заслужила доверие и благодарность окружающих. Когда Анна наконец оказывается перед принцем, она выглядит уставшей от использования своих сил и тут же падает в обморок прямо на грудь нашего героя. Следующая сцена происходит в порту Клируотер, в резиденции Гарсии, где третья принцесса получает известие о том, что ее отец скончался. В письме говорится, что ее брат Джеральд, первый принц, был обвинен в убийстве и сейчас находится под стражей. Говорят, что он не покончил с собой, а был приговорен к казни. Эта новость очень удивляет ее рыцаря, и он считает ее подозрительной. Немного подумав, она признает, что ее брат может быть немного туповат, но не настолько, чтобы желать смерти. Она рассказывает, что Тимоти пытается свалить вину на Джеральда, чтобы обмануть общественность, но захватить Серый замок за одну ночь не получится. Поэтому она меняет свои планы. Но ночью он все еще ломает голову над тем, зачем Тимоти это сделал, особенно учитывая, что король всегда благоволил к нему. И тут принцесса выдает правду. Тимоти боится ее. Он дрожит от страха при виде черного флага. Она объясняет, что поступок Тимоти был совершенно неоправданным. Конечно, он пытается свалить вину за смерть отца на Джеральда, но ему не удастся дурачить всех вечно. Если он хочет захватить Серый замок, ему придется приложить больше усилий. Поэтому она решает изменить свои планы.
Леди собирается отправиться в Серый замок завтра. Ее рыцарь спрашивает, не собирается ли она сразиться с Тимоти. Она отвечает, что если Тимоти не дождется окончания 5-летнего срока, то и она не будет ждать. Рыцарь выглядит встревоженным и говорит, что все королевство должно быть уже оплакивает смерть короля. Она шутит, не хочет ли он, чтобы она тоже заплакала. Рыцарь поспешно отвечает, что нет, и покорно опускается на колени, ожидая ее дальнейших указаний. Она приказывает ему привести к ней капитана Черного флота, потому что они собираются отплыть как можно скорее. В пограничном городе после того ужасного нападения монстров больше не было нападений. Раненых солдат быстро вылечили и сразу же вернули к службе. Главному рыцарю было поручено использовать панцирь гибридного монстра, чтобы починить разрушенную стену, соединив ее с барьером. Самым важным фактором в победе над масштабным вторжением, несомненно, была Анна. Однако прошло уже несколько недель с тех пор, как она потеряла сознание и до сих пор не очнулась. Найтингейл упоминает, что сегодня должен быть ее день совершеннолетия, но она уверена, что умрет во сне, потому что боль взросления можно терпеть только наяву. Она мрачно говорит, что видела, как на ее глазах умирали ведьмы, с которыми обращались как с животными, которых дворяне медленно сжигали или пытали ради извращенного удовольствия. Те, кому повезло, живут в изгнании, вдали от общества, всегда стремясь к священной горе, к недостижимой мечте. Но Анна, говорит Соловей, не такая, как они. В отличие от сестер из ассоциации, здесь о ней заботятся. Наш герой ценит ее и относится к ней с уважением. Это, объясняет Соловей, и есть священная гора, жизнь, свободная от предрассудков. В случае с Анной она уже достигла этого. Пока воспоминания об Анне заполняют разум нашего героя, он вспоминает ее силу, ее решимость с того дня, когда она поклялась остаться с принцем. Он крепко сжимает ее руку, не желая отпускать. Когда бьет полночь, Соловей замечает, что Анна достигла половой зрелости и чувствует, как в ее теле пробуждается магия. Свеча рядом с ними начинает светиться зловещим зеленым светом, пугая нашего героя, который думает, что это дело рук демонов. Но в самой Анне ничего не меняется. Затем неожиданно пламя свечи начинает угасать, вызывая волну тревоги, особенно у юной Наны. Но свеча снова загорается ярким зеленым светом, снова удивляя всех. Вдруг Анна открывает глаза, что шокирует всех присутствующих. Принц Роланд спешит к ней и сразу спрашивает, как она себя чувствует. К счастью, с Анной все в порядке. Она протягивает руку нашему ошеломленному герою, и он не знает, чего ожидать. Но вдруг над ее ладонью вспыхивает пламя, светящееся ярким зеленым светом, что снова всех удивляет. Собравшись с духом, принц Роланд осторожно протягивает руку, чтобы коснуться пламени. В этот момент сцена меняется, и мы видим озадаченное лицо нашего героя. Он потрясен, услышав, что Соловей решила покинуть приграничный город. Она говорит, что Анна не только проснулась, но и пережила одержимость демонами, что было совершенно неожиданно и необъяснимо. Она предполагает, что теперь Анна полностью контролирует свою новую способность – зеленое пламя, которое идеально синхронизировано с ее разумом. Анна может регулировать его температуру, управлять им и даже перемещать его в радиусе 5 метров, когда захочет. Но она все еще не понимает, как ей удалось избежать этой боли, учитывая ее сверхсильную магию. Парень предполагает, что, возможно, после того, как она израсходовала всю свою магию на границе, ее магический резерв опустел, что могло уменьшить боль от демонов. Знаешь, ведьмы – это магия. Поскольку ведьмы должны скрывать свои способности от обычных людей, вся эта магическая энергия накапливается внутри них. Поэтому, когда они достигают зрелости, бац, это как магическая скороварка, вызывающая у них агонию. Соловей кивает, соглашаясь с его теорией, и решает, что ей нужно срочно вернуться в ассоциацию. Скоро зима, и у многих ведьм начнется половое созревание. Она обещает привести выживших сюда, в город принца Роланда, надеясь, что он позаботится о них, как о Анне. Но принц Роланд просит ее остаться. Может, подождем, пока демоны перестанут появляться, а погода наладится. Соловей ухмыляется, говоря, что даже если она вернется в ассоциацию на день раньше, это может спасти жизни. Кроме того, она уверяет его, что демоны не смогут ее обнаружить, так что она в порядке. Принц спрашивает о ее собственном пробуждении, но она отмахивается, говоря, что сейчас начало весны и ни о чем беспокоиться, потому что она привыкла к боли. Тем не менее, он советует ей быть осторожной в дороге. Перед тем, как исчезнуть, Соловей в последний раз кланяется Роланду и, как обычно, внезапно пропадает. Принц обеспокоен ее внезапным исчезновением, потому что ему никогда не нравилась ее привычка появляться и исчезать без предупреждения. Откинувшись на спинку стула, он погружается в свои мысли, размышляя о том, что если его теория о ведьмах окажется верной, это может изменить ход событий. Затем он смотрит на свой невероятно длинный список дел и понимает, что его ждет гора работы. Но как только он начинает думать, с чего начать, врывается его советник с важными новостями. Прибыл гонец из крепости Лангонг. Посол выглядит необычно встревоженным, и принц задается вопросом, не случилось ли чего-нибудь в крепости Лангонг. Его глаза расширяются, когда он читает сообщение. Король скончался.
Рыжеволосый посол быстро объясняет, что он здесь по приказу герцога Райана. Королевский указ о 5-летнем испытании закончился, и теперь его величество Тимоти Уимблдон – новый король Серого замка. Посол уходит, оставив нашего героя в полном шоке, когда сообщает, что Тимоти хочет наградить принца Роланда новыми землями и новым титулом. Через мгновение советник выражает свое сожаление по поводу смерти короля от рук первого принца и спрашивает, что им теперь делать. Принц говорит, что все это кажется слишком подозрительным, чтобы в это поверить, и он примет решение, понаблюдав за действиями двух своих сестер. Он признает, что мало знает о мотивах пятой принцессы, но уверен, что она не из тех, кто рискует, поэтому хочет следовать ее примеру. Он также уверен, что Капитолий, скорее всего, погрузится в хаос из-за этой смены власти, и их приоритетом должна быть защита своих семей. Помня об этом, он говорит своему консультанту, чтобы тот дал указание главному рыцарю и всему персоналу замка написать письма домой. Принц хочет убедиться, что семьи каждого из них будут отправлены в другие города, где они смогут спрятаться. Консультант выражает свою благодарность принцу за внимательное отношение. Принц также говорит своему консультанту, что он хочет прекратить экспорт медалей города и будет продавать драгоценные камни только в Уиллоутаун, так как он хочет использовать медали для себя, чтобы производить больше машин. Кроме того, он планирует привлечь в армию больше гражданских лиц и соответствующим образом обучить их. Он чувствует себя самодовольным, когда узнает новость о том, что посол принес скрытое благословение. Роланд уверен, что пока он будет сидеть на корточках в пограничном городе, кто-нибудь попытается его укусить. Например, герцог Райан из крепости Долгой Песни. Как только пройдут месяцы демонов, он почти уверен, что герцог Райан попытается распространить свое влияние на западную часть королевства при новой администрации. И это именно то, чего хочет Роланд. Индустриализация – его приоритет, но чего ему больше всего не хватает, так это людей. Население пограничного города составляет всего около 2000 человек, что ограничивает расширение его проектов из-за нехватки рабочей силы. Покупка рабов, привлечение талантливых людей или увеличение рождаемости кажутся нереальными. С другой стороны, если ему удастся захватить крепость Лонгсуна, он сможет получить большое количество освобожденных людей, одновременно накапливая богатство. Ассимиляция проходит легче, а вторжение – лучший способ увеличить численность населения и собраться вместе. Это богатство. Роланд понимает, что штурмовать весь форт Лонгсонг будет непросто, и ему остается только ждать возвращения соловья с ведьмами. Это также единственная причина, по которой принц хочет увеличить свою гражданскую армию и создать больше техники. Следующая сцена переносит нас на северные горы, где соловей идет по одному из туннелей. Но вскоре она останавливается, потому что корни деревьев растут прямо перед ней и преграждают путь. Соловей представляется, и женщина, которую зовут Лист, убирает корни и радуется, что ее подруга вернулась. После обмена любезностями Лист сообщает, что одна из двух ведьм, Аарон или Эшли, не смогла повзрослеть. Затем они решают не думать о грустном и заходят внутрь. Соловей с нетерпением ждет встречи со своей подругой Венди, и как только Венди подходит к ней, она оборачивается и тепло приветствует соловья, шутливо называя ее Вероникой. Венди берет соловья за руку, отчего-то краснеет и говорит, что она уже не та слабая девочка, что была раньше, и больше не хочет, чтобы ее звали Вероникой. Венди настаивает, что она не должна отказываться от своего прошлого, потому что это часть ее. Тем не менее, Соловей рада видеть подругу, и они крепко обнимаются. Затем Венди спрашивает об Анне и о том, удалось ли соловью помочь ей повзрослеть. С улыбкой Соловей отвечает, что Анне вообще не нужна была помощь. На самом деле то, что они обнаружили, изменит жизнь всех ведьм. Через несколько минут Соловей рассказывает сестрам о принце и о том, что он позволяет всем жить в своем пограничном городе без какой-либо дискриминации по отношению к ведьмам. Сначала Венди не верит, но Соловей клянется, что принц не только сказал это, но и спас Анну и Нану. Мало того, принц не верит в чушь про ведьм, одержимых дьяволом, и подчеркивает, что ведьмы сами получают свою силу. Чтобы окончательно убедить всех, Соловей напоминает о своей способности чувствовать ложь, поэтому они могут доверять ей, когда она говорит, что принц не шутит. Она рассказывает о его планах защищать ведьм и даже выступить против церкви, если придется. Затем она достает чертежи парового двигателя, доказывая, что они могут построить убежище, которое будет круче Святой горы. Пока Соловей рисует эту картину рая, врывается какая-то зеленоволосая женщина и велит всем замолчать. Похоже, она их учительница, и Соловей быстро проявляет уважение, склонив голову. Учительница смотрит на нее с подозрением, спрашивая, неужели Святая гора, которую они искали всю жизнь, это просто выдумка. Затем мы видим нового короля Тимоти и рыцаря, который показывает камень божественного правосудия, предположительно самое мощное оружие против демонов. Рыцарь хвастается, что церковь уже много веков использует этот камень для борьбы с ведьмами, но Тимоти недоволен, обвиняя ведьм в самоубийстве своего отца. Он приказывает рыцарю продолжать ловить ведьм и тщательно обыскать столицу в поисках других. Тем временем Соловей просыпается, привязанная к столбу, с тем же камнем подавления ведьм на шее. Она пытается понять, как оказалась в таком положении. Мы возвращаемся к тому моменту, когда зеленоволосая женщина разозлилась из-за того, что принц встал на сторону ведьм. Она говорит о том, как ведьм преследовали и убивали на протяжении веков. Она считает,
считает, что соловья обманул принц, и настаивает на том, что боль взросления – это священное испытание для тела и разума ведьмы. И только те, кто его выдержит, смогут обрести истинную силу и найти вечный покой на священной горе. Соловей потрясена, узнав, что все страдания ведьм были всего лишь испытанием для этой женщины. Она еще больше злится, когда понимает, что ее падшие сестры, которые вынесли столько боли, просто отвергнуты как недостойные. Учительница предлагает соловью последний шанс попросить прощения за свое невежество и ошибки, обещая ей снисхождение. Но соловей непреклонно, настаивая на том, что она возьмет с собой только тех сестер, которые ей верят. Когда она пытается уйти, ее тут же хватает змея, и прежде чем она успевает среагировать, она теряет сознание от ядовитого укуса и приходит в себя уже в таком состоянии. Пока они стоят лицом к лицу, соловей напоминает ей, почему он использует этот камень божественного правосудия, хотя они в это не верят. Змеиная леди говорит, что это просто инструмент для наказания непослушных детей. Она напоминает соловью, как Венди спасла ее от лап аристократов. Вместо того, чтобы отплатить за эту доброту, соловей теперь пытается продать их всех этим грязным дворянам, чтобы снова наладить с ними отношения. Соловей отрицает, что у нее есть такой мотив, подчеркивая, что она просто хочет, чтобы ее сестры жили свободно, не боясь голода или боли взросления. И считает, что каждый заслуживает права выбирать свой собственный путь. Она говорит о том, как сильно изменился пограничный город, и показывает, что чертежи парового двигателя, которые она привезла, это лишь одно из многих чудес. Змеиная леди усмехается, говоря, что не может разобраться в чертежах, и бросает их в огонь, заявляя, что кусок стали не может двигаться как живой и что она не дура. Затем она хватает раскаленный кинжал и подносит его к шее соловья, давая понять, что это ее последний шанс попросить прощения за попытку обмануть ассоциацию ведьм. Если соловей не подчинится, она пригрозит проткнуть ей сердце и сделать из нее пример для других. Но соловей, несмотря на то, что смотрит в лицо смерти, не сдается. Вместо того, чтобы склонить голову, она предпочла бы вонзить кинжал себе в сердце. Тогда вмешивается Венди, напоминая им, скольких сестер они уже потеряли и не могут позволить себе потерять еще одну. Змеиная женщина начинает злиться, требуя знать, верит ли Венди в ложь соловья. Венди отрицает это, заявляя, что не собирается ехать в приграничный город, но соглашается с соловьем, что каждый должен иметь право выбирать свой собственный путь. Затем Венди спрашивает, хочет ли кто-нибудь поехать с соловьем в город, но никто не отвечает. Увидев это, Венди предлагает отпустить соловья одного, так как она ничего не сделала, чтобы навредить банде. Остальные соглашаются, говоря, что их учитель должен освободить соловья. Но учитель приходит в ярость, говоря, что не может отпустить соловья, потому что он может выдать местонахождение их территории церкви. Она замахивается кинжалом, готовая нанести удар, но Венди останавливает ее. Венди хватает монету и бросает ее в соловья, разбивая камень-подавитель магии. Учительница злится и бросается на Венди со змеей, которая кусает ее за руку. Но соловей приходит в себя и вступает в бой. Прежде чем учительница успевает среагировать, она вскрикивает от боли, хватаясь за грудь, где торчит меч, и падает на землю. Никто не успевает ничего сделать, как Найтингейл и ее подруга исчезают в туннеле. У Венди, похоже, не очень хорошее самочувствие, потому что яд от укуса змеи распространяется по ее руке. Чтобы остановить распространение яда, Найтингейл неохотно достает кинжал и отсекает Венди руку. Она забирает руку с собой, уверенная, что Нана сможет ее вылечить. Они шли целую вечность, и только через 3 дня добрались сюда. Венди замедляет их, и Найтингейл боится, что она не протянет еще 3 дня. Но ее опасения оказываются напрасными, когда появляется таинственная незнакомка, готовая помочь. На первый взгляд незнакомка выглядит как мальчик, но на самом деле это девочка. Она успокаивает Найтингейл, говоря, что не стоит волноваться. Ее зовут Лайтнинг, и она недавно присоединилась к ассоциации ведьм. Найтингейл настороженно относится к этой пацанке и спрашивает, не Кара ли ее прислала. Лайтнинг отмахивается, говоря, что неудивительно, что Найтингейл ее не узнала, ведь она всегда где-то пропадает. Она объясняет, что пришла сюда, потому что, как Найтингейл сказала раньше, каждый должен жить своей жизнью, и она решила пойти с Найтингейл. Вот и все. Она в восторге от всех этих механизмов и взрывающихся динамитов, потому что в душе она исследовательница. Найтингейл удивляется, почему такая любительница приключений присоединилась к ассоциации. Лайтнинг объясняет, что поиск Святой горы сам по себе является приключением, но ассоциация занимается книгами, а Кара всегда в них взрывается. Найтингейл спрашивает, умеет ли Лайтнинг драться, на что та кивает и добавляет, что еще умеет летать. По крайней мере, так думает Лайтнинг. Она с трудом двигается, потому что на ее хрупких плечах лежит такой груз. Наконец, она собирается с силами и медленно взлетает. Затем сорванец спрашивает, давно ли Молния знает Венди, и упоминает, что Венди называла Иволгу Вероникой еще в базовом лагере. Иволга подтверждает, что они давно знакомы, и рассказывает, что до вступления в ассоциацию люди относились к ней как к марионетке, и именно Венди показала ей, как жить. Она рассказывает, что в 13 лет у нее была семья в Серебряном городе,
но ее родители пропали во время восстания простолюдинов. Дядя Иволги забрал ее и ее брата Хайда. В тот год у нее впервые проявились ведьмовские способности, но дядя сразу же узнал ее секрет и разлучил ее с Хайдом, заперев ее, чтобы тренировать ее способности. Он угрожал навредить Хайду, если она не будет использовать свои способности для его грязной работы. Так она стала наемной убийцей. Отравление, засады, все что угодно. Она совершала самые ужасные поступки. По мере того, как богатство семьи Гиллан росло, ее руки становились все грязнее и грязнее, пропитанные кровью других людей. Хуже всего было то, что ее способности идеально подходили для такой работы. Когда она наконец воссоединилась с Хайдом, он отверг ее, жалея, что у него есть сестра-ведьма. После этого она была сломлена. Когда она повзрослела, она смогла пережить боль, и ее способности усилились. Тюремные решетки больше не могли ее удержать, и она сбежала, убила своего дядю и ушла, не зная, куда идти. Именно тогда она встретила Венди, которая была для нее как лучик тепла в ее холодном мире. Венди отвела ее в ассоциацию, где она познакомилась с другими ведьмами, и их наставница Кара утешала всех. Сейчас Кара, похоже, сошла с ума, и ей трудно поверить, что есть принц, которому действительно не безразличны ведьмы. Наконец, добравшись до приграничного города, мы видим, что наш дуэт находится в этом знакомом причудливом домике. Принц никак не может перестать чихать и гадает, кто же так сильно о нем думает. В этот момент их внимание привлекает шум. Обернувшись, они видят, что в домик врываются Найтингейл и еще две ведьмы. Анна тут же встает в боевую стойку, чтобы разобраться с незваными гостями, но Найтингейл кричит нашему герою, чтобы он скорее привел Нану. Пока Нана лечит Венди, наш герой не понимает, что произошло в ассоциации, из-за чего Найтингейл вернулась с тремя ведьмами. Он думает, не напали ли на них демоны, и если выжили только трое, то им повезло, что у них есть Нана, которая может пришить Венди руку. Вдруг из лазарета появляется Молния. Принц спрашивает, не ранена ли она. Молния успокаивает его и говорит, что принц действительно хороший парень, которому не безразличны ведьмы, как и говорила Найтингейл. Она признается, что сначала не поверила, как и другие члены ассоциации. Она шутит, что в мире полно чудаков, так что в принце нет ничего удивительного. Принцу не нравится, когда его называют чудаком, и он закатывает глаза. Принц понимает, что на ассоциацию никто не нападал. Тогда Молния начинает объяснять, что произошло, и говорит, что на них никто не нападал. Венди ранила их наставница Кара, и Молния рассказывает, как они оказались здесь. Когда наступает ночь, принц Роланд возвращается в свою комнату и видит, что на его кровати в ночной сорочке лежит соловей. Принц Роланд смущается, возможно, начинает думать о чем-то неприличном, представляя, что соловей не против. Внезапно соловей встает и подходит к нему, напугав его до смерти и прижав к закрытой двери. Он поспешно говорит ей, что она может отдыхать столько, сколько ей нужно. Но затем соловей опускается на колени перед принцем. В этот серьезный момент она, Вероника Гиллен, официально клянется ему в верности. Она обещает выполнять его приказы и сражаться с ним бок о бок с демонами или с чем-то еще до последнего вздоха. Неудивительно, что после того, как ассоциация подвела ее, соловей обращается за помощью к нашему герою, чтобы он помог ей с будущим ведьм. Не раздумывая, он забирает у нее меч и официально делает ее своей правой рукой. Принц спрашивает, действительно ли ее зовут Вероника, и она кивает, говоря, что теперь нет смысла это скрывать. Затем мы встречаемся с Венди, которой предложили контракт. Наш герой говорит ей, чтобы она осталась в приграничном городе и работала на него. Если она согласна, то может подписать контракт, обещая хорошую оплату за свою работу. Он также рассказывает о методе, который он нашел, с помощью которого ведьмы могут пройти через период взросления, не испытывая боли. Эта новость шокирует новых ведьм. Как только мы выходим наружу, наш герой признается, что это всего лишь его догадка, и объясняет, что ведьмы подобны сосудам для магии. И по мере того, как они стареют, их магия накапливается, пока не переполняет их, и они становятся зрелыми. Он упоминает Анну как пример того, кто смог это пережить. Он отвергает идею о том, что демоны вселяются в ведьм, и предлагает, что они могут контролировать уровень боли, постоянно выпуская магию, чтобы поддерживать баланс. Он обещает безопасное убежище в приграничном городе, где ведьмы смогут свободно практиковать свою магию, и никто не будет их дискриминировать или угрожать им. Он верит, что если его идея сработает, они смогут создать свою собственную версию Святой горы прямо здесь, в приграничье, о котором они мечтают. Венди уже согласилась на этот план и спрашивает, с чего начать. Он просто говорит ей продолжать использовать свою магию, пока она не научится полностью ее контролировать. Как только принц займется новоприбывшими их обучением магии, Нана и Анна немного поговорят о недавних событиях. Нану впечатляют магия ветра Венди и умение молнии летать, которые также спасли Венди. Анна радуется, что у нее так много сестер, но Нана замечает, что соловей смотрит на нашего героя с теплотой в глазах, и это не стоит игнорировать.
Анна не понимает, что имеет в виду Нана, но маленькая Нана предупреждает подругу, что та не виновата, что не предупредила ее. И если Анна ничего не предпримет, Соловей может завоевать нашего героя. Вдруг они слышат сигнал тревоги, который означает, что что-то не так. Приходит сообщение, что появился демон-монстр. Герой спешит к стене и встречает своих солдат. Он прищуривается, чтобы разглядеть опасность, но не видит никаких демонов. Принц задается вопросом, не было ли это ложной тревогой, и спрашивает охотника, который поднял тревогу. Охотник говорит ему присмотреться, и когда принц смотрит, он видит, что вдалеке сгущается темная дымка. Присмотревшись внимательнее, он с ужасом замечает гибридное чудовище прямо перед собой. Охотник говорит, что это тот же самый гибрид, который чуть не убил его несколько лет назад. Услышав это, принц понимает, что к чему. У этого монстра должен быть разум, в отличие от обычных зверей, которые просто нападают и умирают. Но это чудовище выжило много лет и всегда отступает, когда чувствует опасность. Когда зверь достигает стены, он внезапно останавливается, и все в недоумении. Неожиданно он подпрыгивает в воздух, и принц приказывает своим солдатам немедленно атаковать его. Но прежде чем они успевают среагировать, монстр уже в воздухе и врезается в стену наверху. Наш герой ошеломлен, увидев, как ловко монстр выбрал самое слабое место в стене, что подтверждает его подозрение о разуме этого чудовища. Когда монстр перебирается на другую сторону стены, солдаты докладывают, что он направляется в город. Герой приказывает своей второй гражданской армии сопровождать его, а резервная армия пока удерживает стену. Наш герой со своим отрядом направляется в город, сожалея, что недооценил ум этих монстров. Добравшись до места, где находится монстр, они узнают ужасную новость, что он уже сожрал кого-то в городе. Кровавый след, который видит наш герой, вызывает у него леденящий душу ужас. Но он не поддается страху и раздраженно приказывает всем сохранять бдительность. Монстр снова появляется и хватает еще одного мирного жителя. Принц Роланд тут же предупреждает всех, что солдаты не могут ничего сделать с монстром, потому что боятся попасть в мирных жителей. Мало того, они даже не могут подобраться к этому чудовищу. Айрон Акс приказывает своим солдатам забраться на крыши и возвышенности, чтобы целиться точнее и не навредить гражданским. Солдаты тут же забираются на крышу и занимают свои позиции. Несмотря на неравные силы, солдатам удается попасть в монстра, но они немного промахиваются. Чудовище смотрит на них с раздражением, но прежде чем оно успевает напасть, Айрон Акс приближается и одним выстрелом сносит ему голову, наконец отомстив за невинные жизни, загубленные этим монстром. В районе Гермеса, к северу от Серого замка, гигантское мутировавшее существо ползет к высокой стене. Рыцари на стене дрожат, видя, как огромно приближающееся чудовище. Наконец, оказавшись на крыше, существо начинает истекать слюной и тут же замечает людей поблизости. Не раздумывая, монстр открывает свою огромную пасть, и оттуда выходит целая армия монстров. Солдаты понимают, что они в ловушке и не могут сбежать. Тем не менее, они тут же бросаются бежать в противоположном направлении, а существо в небе продолжает преследовать их. В конце концов, добравшись до северной стены внутреннего города, они ждут, когда откроются ворота. Девушка рассказывает нам, что весь внешний город разрушен монстрами. Им нужно защищать церковь, но с таким количеством монстров на хвосте это будет тяжелая битва. Но тут девушка достает красную таблетку и приказывает солдатам принять ее и уничтожить врага. Солдаты без колебаний подчиняются ее приказу. Они глотают таблетку и чувствуют прилив энергии, который дает им силы идти вперед и сражаться с монстрами. Но прежде чем эти глупые солдаты будут убиты монстрами, ворота наконец открываются, и оттуда выходит дерзкая фигура. Он объявляет себя частью армии Судного дня и приказывает всем расчистить путь. Солдаты с ног до головы одеты в прочную броню, как элитные рыцари. Девушка удивлена внезапным появлением этой так называемой армии Судного дня. Она понятия не имеет, кто они такие. Но она сомневается, что простые люди смогут победить гибридных монстров. Похоже, мы сейчас узнаем, что это за солдаты и на что они способны. Когда монстр и армия Судного дня встречаются лицом к лицу, небесный монстр пикирует вниз. Один из рыцарей на земле тут же хватает его за огромные острые когти. А другой рыцарь принимает боевую стойку и с божественной скоростью бросает копье, пронзая монстра прямо в голову. Девушка поражена скоростью и силой солдат, которые не уступают гибридам. Пока эти крутые рыцари уничтожают монстров, сцена переносится на церковный шпиль. На балконе мы видим 3 архиепископов, которые в подзорную трубу наблюдают за армией Судного дня. Увидев мертвых монстров, они кажутся довольны тем, что их армия побеждает. Архиепископ Тайфун качает головой, отмечая, что худшей частью битвы было полное уничтожение армии подкрепления, посланных 4 великими королевствами. Архиепископ Хизер согласно кивает, комментируя, что эти королевства отправили тысячи солдат, которые в итоге стали просто пушечным мясом. Она явно довольна, видя в этом доказательство того, что оборона границ этих королевств не идет ни в какое сравнение с могущественной армией церкви. Однако вмешивается третий человек, указывая на то, что использование такого количества пилюль дорого обошлось и привело к потере большей части армии судей.
которая является основой силы церкви. Тайфун стискивает зубы, подчеркивая, что у них не было выбора, потому что звери пустошей появились именно так, как было предсказано в Библии. Он предупреждает, что время на исходе, и если континент не объединится и не соберет свои силы, всех ждет гибель. Высокомерная женщина снова усмехается, говоря, что люди — это в основном монстры, совершающие ужасные поступки, как демоны. Так что, может быть, уничтожение человечества не такая уж плохая идея. Это действительно выводит старика из себя, и он говорит ей прекратить богохульствовать и противиться воле Бога. Но девушка просто отмахивается от него еще одним дерзким комментарием, говоря, что Бог никогда не обещал, что человечество выживет. И продолжает провоцировать старика, спрашивая, уверен ли он, что Богу больше важны люди, чем демоны. Старик выглядит еще более раздраженным, но молчит, может быть потому, что в глубине души понимает, что в ее словах есть доля правды. Ну, даже архиепископ Мэйн думает так же, как эта женщина, но он также уверен, что Бог благоволит только тем, кто побеждает. В приграничном городе они хоронят павшего солдата. Наш герой привлекает всеобщее внимание и объявляет, что они собрались, чтобы почтить память мистера Эгги из второго отряда гражданской армии. Принц продолжает говорить о героических поступках этого человека, который пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти их родной город, и прощается с ним, засыпая его могилу землей. Главный рыцарь Каркер глубоко тронут состраданием нашего героя, отмечая, что никогда не видел, чтобы кто-то из знати проявлял такое уважение к простым людям, чьих имен он даже не знал. Наш герой говорит, что правильно проводить человека в последний путь, особенно учитывая, что в приграничном городе никогда не устраивали похороны для погибших от рук монстров. А они заслуживали большего, чем просто яма, вырытая наспех. Кроме того, принц считает, что проведение таких похорон служит проявлением уважения и поднимает боевой дух. Он объясняет, что когда люди задумываются о том, за что и против чего они сражаются, это может привести к глубоким переменам в армии. Он хочет пробудить в каждом волю к победе и вернуть приграничный город на прежний путь. Жена погибшего солдата приходит с двумя детьми, один из которых совсем маленький. Солдаты рядом начинают спрашивать, как она теперь справится, но вмешивается лысый мужчина и говорит, что она будет получать зарплату мужа. Немного денег сверху и все необходимое для жизни. Пока они разговаривают, вице-капитан Ваннер вдруг чувствует чье-то присутствие. Лысый мужчина спрашивает, что случилось, и Ваннер говорит, что ему показалось, будто кто-то был рядом, но он ничего не видел. Анна мило объясняет, что благодаря новой паровой сверлильной машине кузнецы могут выполнять большую часть тяжелой работы. Тем временем, как обычно, свет отражается от стен, и она очень воодушевлена новыми идеями. Она засыпает бедных кузнецов вопросами, и они едва успевают отвечать. Ну, а принц уже начал задаваться вопросом, почему он давно ее не видел. Теперь он знает почему. Похоже, у нашего героя есть для нее еще одно задание. Он показывает ей набросок 12-фунтовой пушки, по сути гигантского оружия для нашей милой Анны. Затем принц углубляется в технические детали, но Анна ничего не понимает. Он просит ее использовать две дырки в земле, чтобы отлить пушечные ядра. Анна сразу же принимается за работу и начинает заливать расплавленный металл в отверстие, а принц предупреждает ее, чтобы она не смотрела на яркую лаву. Она тут же закрывает глаза, и наш герой краснеет, прежде чем вытереть пот с ее лица. Это просто уморительно, что несмотря на мороз, эти ребята все равно потеют. Похоже, рыцарь заметил, что принц не просто вытирает пот, и его румянец только подтверждает это. Анна тоже краснеет. Тем временем один парень очень напуган, увидев, что наш герой, четвертый принц Серого замка, открыто общается с ведьмами. Он почти бегом бежит докладывать об этом королю. Похоже, Ваннер не ошибся, когда почувствовал чье-то присутствие, потому что этот человек точно шпион, посланный новым королем Тимоти. Больше всего этого парня пугает то, что обычные люди просто общаются с ведьмами. И не заставляя его рассказывать о других странных вещах, которые он видел, например, о гигантской стене, которая появилась из ниоткуда на границе, о металлических палках, стреляющих снарядами, чтобы убивать демонов, и о том, что принцу ведьмы кажутся обычными людьми. Все это заставляет его думать, что город проклят или что-то в этом роде, и он чувствует, что столкнулся с какой-то темной магией. Если бы они не помахали перед его носом толстой пачкой денег, он бы никогда не согласился шпионить за этим странным местом. Ну, похоже, этот парень провалил свою единственную работу шпиона, потому что мы видим, как Ваннер на заднем плане сразу же разоблачает этого чудака и приказывает ему остановиться. Слух о том, что среди них есть шпион, распространяется со скоростью света. Этот бедняга не знает, что делать, пока разъяренная толпа не пришла за ним. Он может думать только о том, что четвертый принц, должно быть, черпает силы прямо у дьявола. Мы снова возвращаемся в замок. Он в бешенстве от последнего требования принца – купить две лодки, но не нанимать капитанов и команду. Как он собирается управлять лодками без команды? Старики совершенно измотаны этими нелепыми приказами,
которые почему-то всегда работают на принца. Затем раздается стук в дверь. Солдат докладывает, что они поймали шпиона. Парня по имени Коул, также известного как Сурок, который, по-видимому, был шпионом принца Тимоти. Оказывается, этот парень несколько месяцев жил под вымышленным именем, притворяясь жителем приграничного города. У него нашли письмо и немного денег, но его все еще допрашивают, чтобы узнать больше информации. Старик приказывает им выжать из него всю информацию и немедленно казнить. Похоже, старик не волнуется, потому что это уже четвертый шпион, которого они поймали. Наш умный принц предвидел, что шпионов будет больше. Поэтому он велел старику объявить, что в приграничном городе есть люди, которые пытаются уничтожить запасы еды. Он приказал всем следить за подозрительными людьми и пообещал награду тому, кто поймает шпиона. Старик всегда удивляется хитроумным решением нашего героя. Он считает его дьяволом, который не боится даже божественного суда. В столице Серого Королевства Тимоти спрашивает о королевских указах, которые он отправил своим братьям и сестрам, но никто из них не ответил. Один из его людей сообщает, что четвертый принц, наш герой, прислал ответ, что вернется, когда закончится месяцы демонов, и его народ будет в безопасности. Репортер отмечает, что принц Роланд все еще считает Тимоти принцем, а не королем. Тимоти считает нашего героя дураком, потому что тот противостоит ему, хотя Тимоти планировал предложить ему землю и комфортную жизнь. Он считает Роланда чудаком и спрашивает своего лакея, нет ли ответа от третьей и пятой принцесс. Лакей сообщает, что третья принцесса исчезла из города вместе со своим дворецким и двумя слугами, и с тех пор их не видели. Принц разочарованно хлопает себя по лбу, потому что он никогда не хотел, чтобы его сестра пострадала от рук простолюдинов, несмотря на их разногласия. Затем он спрашивает о Гарсии Уимблдоне, упрямом пирате. Прежде чем член совета успел что-то сказать, Тимоти приказал ему захватить водный порт и силой вернуть ее в столицу. В этот момент на место прибыл рыцарь и поспешно доложил, что Гарсия Уимблдон разгромил Карла, герцога Джозефа, на южной границе и полностью захватил город ястребов. Эта новость привела Тимоти в ужас, и он совсем пал духом, когда услышал, что она провозгласила себя королевой чистой воды с благословения местных герцогов, и что вся южная часть Серого замка отделилась. Следующая сцена происходит у реки к югу от Бардертауна, где наши лучшие капитаны разбирают пушку, которую они только что собрали. Оба этих крепких парня устали и жалуются своему боссу, что эта штука слишком тяжелая. Затем главный рыцарь спрашивает, почему он должен охранять эту громадину, ведь ее невозможно сдвинуть с места, не говоря уже о том, чтобы украсть. Наш герой вздыхает и объясняет, что это не просто вещь, а шедевр, созданный из крови, пота и стали. Он удивляется, почему другие не видят ее красоту, как он. Далее молнии не терпится почистить ствол, и наш герой разрешает ей это сделать. Наблюдая, как эта энергичная девчонка с радостью выполняет свою работу, рыцарь смущается и спрашивает, почему молния не подписала трудовой договор. Наш герой объясняет, что она настаивала на том, чтобы работать бесплатно, пока принц придумывает что-то интересное. Ей нужны только еда и одежда, и этот придурок не смог отказаться от такой выгодной сделки. После того, как молния заканчивает чистить ствол и сообщает, что он пуст, она с нетерпением ждет следующего шага. Прежде чем мы продолжим, наш герой говорит своим солдатам, чтобы они проверили, нет ли чего-нибудь внутри ствола. Затем они должны засыпать порох и положить сверху пушечное ядро, убедившись, что оно плотно прижато, чтобы не было воздуха. Потом они вставляют фитиль, чтобы все было готово к выстрелу. Когда все сделано, принц говорит всем отойти и поджигает фитиль. Фитиль сразу начинает дымиться, и все закрывают уши, чтобы не повредить барабанные перепонки. Бабах! Пушечное ядро летит прямо в манекен и пробивает дыру в его груди. Охотник молится Богу, чтобы увидеть такую разрушительную силу, а Ваннер тоже поражен. Даже после того, как манекен разлетелся на куски, пушечное ядро продолжает лететь еще сотню метров, доказывая, что наша миссия прошла успешно. 12-фунтовая пушка теоретически может стрелять на 1000 метров, так что эти результаты вполне хороши для первого выстрела. Рыцарь восхищается мощью оружия, но беспокоится, что оно слишком тяжелое, чтобы его носить с собой. Чистка, зарядка и перевозка пушечных ядер и пороха – это хлопотно. Наш герой кивает, говоря, что усилие того стоит, если это означает легкую победу над гибридными демонами. Он уже думает использовать корабли, чтобы решить проблему с весом, и заручился помощью старого консула в приобретении парусников в городе Уиллоу. Управление ветром в Энди увеличит скорость передвижения как для гражданских, так и для пушек, что поможет им в борьбе с герцогом крепости Лонгсонг. Он планирует атаковать герцога с тыла. Но его мечтам о кораблях не суждено сбыться. Старик разбил их в пух и прах, сказав, что они не могут позволить себе парусники. Двухмачтовый парусник стоит целых 120 золотых монет, и это еще не считая команды, которая обойдется примерно в 200 золотых корон. Даже если они потратят все 315 золотых монет, которые есть в их казне, они получат только лодки. А на жалование для гражданской армии в следующем месяце ничего не останется. Вернувшись в офис, наш герой продолжает спорить с этим упрямым стариканом, что ему не нужна команда, но старик настаивает, что в Уиллоутауне все не так. Лодки продаются только с командой. Если он хочет лодку, то должен нанять и команду. Но тут принцу приходит в голову отличная идея купить лодки в другом городе, но старик снова его отговаривает, говоря, что все крупные
крупные порты слишком далеко, и что привезти лодки в приграничный город стоило целое состояние. Но тут нашему герою приходит в голову безумная идея. Почему бы им самим не построить лодку? Он говорит, что им не нужна какая-то особенная, просто чтобы плавала, ведь Венди будет управлять ею. Подойдет простая плоскодонка. Но тут старик поднимает еще одну проблему – материалы, из которых они будут строить. Наш герой уверенно предлагает использовать легкую древесину, но потом понимает, что лодка из бревен может быть не такой прочной и надежной. Он даже подумывает, чтобы Анна помогла сварить настоящую металлическую лодку, но он уже израсходовал весь металл на оружие и прочее. Потом этот идиот вспоминает, что у них остались тонны бетона после строительства стены. Он предлагает использовать дерево для основы и укрепить его стальной арматурой, а остальную часть лодки сделать из бетона. Нам не нужно больше тратить время на размышления о том, как он собирается построить эту лодку. Давайте просто подождем, пока наш герой закончит чертеж и приступит к работе. Вскоре мы оказываемся на берегу реки, где находится импровизированная мастерская по изготовлению лодок. Они уже собрали основную конструкцию. Когда Молния видит эту громадину, она шутит, что это скорее гигантская ванна для королевских купаний. Наш герой посмеивается и поправляет ее, говоря, что они строят лодку, а не ванну. Но Молния все еще сомневается. По ее мнению, это не похоже ни на одну лодку, которую она видела раньше. Пока они шутят, Венди радуется, что Молния и наш принц отлично ладят. Соловей замечает, что Молния всегда была такой энергичной. Она была такой же энергичной в ассоциации. Упоминание об ассоциации тут же расстраивает Венди, которая беспокоится о безопасности своей сестры. Тем временем мы видим, как ведьмы спускаются с гор. Одна из сестер предупреждает остальных о приближении демонов. Учительница быстро приказывает леди Лив уложить ее и помочь остальным. Леди Лив осторожно кладет раненую учительницу на землю. Когда монстры приближаются, ведьмы идут им навстречу. Тем временем учительница обвиняет соловья в их плачевном состоянии и клянется отомстить, когда найдет священную гору и соберет больше ведьм. Она не забыла о Венди и Молнии, чувствуя, что они ее предали. Когда монстры бросаются на них, леди Лив использует свою магию, призывая корни, которые хватают чудовищ, а Зефир, другая ведьма, высасывает воздух из их легких. Увидев, как девочки побеждают этих монстров, учительница улыбается. Она уверена, что совместными усилиями они разрушат церковь, когда доберутся до священной горы. Учительница решает немного передохнуть, но вдруг замирает в изумлении от того, что видит перед собой. Она спрашивает вслух, не может ли это быть священная гора. Перед ними возвышаются строения, похожие на небоскребы, которые не могли быть построены людьми. При виде этого на лице учительницы появляется широкая улыбка, потому что она думает, что они наконец-то нашли священную гору. Однако остальные не уверены. Согласно всем книгам, священная гора должна быть спокойным и изобильным местом, что сильно отличается от того, что они видят. Листик все еще сомневается, но учительница в восторге от величественных строений и абсолютно уверена, что это священная гора. Листик не решается высказать свои сомнения, вспоминая, что учительница сделала с соловьем, когда та не согласилась с ней. Чувствуя, что у нее нет выбора, Листик неохотно идет вперед. Она уверена, что если они не пойдут дальше, учительница не успокоится. Пока они идут, одна из ведьм внезапно падает замертво. Леди Листик пытается остановиться, чтобы оплакать подругу, но учительница приказывает ей идти дальше, предупреждая, что остановка может стоить им жизни с наступлением темноты. Листик начинает плакать, разрываясь между горем и настойчивыми приказами учительницы. Учительница настаивает, что если они задержатся здесь, то на них нападут демоны. Они продолжают идти, но вдруг другая ведьма замечает, что гора, к которой они направлялись, исчезла. Это зрелище шокирует учительницу, которая, скажем прямо, ведет себя скорее как тиран, чем как заботливый лидер. Учительница впадает в отчаяние, вспоминая город, который кажется недостижимой иллюзией в небе, исчезающей с каждым закатом. Женщина-змея говорит, что это была всего лишь иллюзия, о которой она слышала, что такое бывает на море, но чтобы такое произошло на суше, она слышит впервые. Внезапно что-то приближается к ним, и другая ведьма подтверждает, что это снова 3 демона. Но на этот раз становится ясно, что это не просто обычные демоны. Таинственное существо нападает на одну из ведьм с каким-то оружием, и Лив застывает на месте, когда ее подругу пронзает длинное копье прямо в грудь. Лив с недоверием смотрит туда, откуда прилетело копье. Перед ними стоят гибридные существа верхом на демонических зверях. Глядя на их разорванные тела, неудивительно, что они убили девушку одним ударом. Одна из ведьм тут же использует свои способности, превращая землю в болото, но существа легко спрыгивают со своих зверей и приземляются прямо перед женщинами. Один монстр замахивается рукой и с силой бьет ведьму, разбрызгивая повсюду кровь. Сестры в ужасе замирают. Затем монстры поворачиваются к оставшимся сестрам, которые стоят, оцепенев и дрожа. Внезапно один из монстров замечает рыжеволосую среди них. Ее лицо бледнеет, когда существо приближается, его отвратительный язык свисает изо рта, совсем не похожий на обычный язык. Прежде чем монстр успевает добраться до нее, его сбивает огненный шар.
Хотя это больше раздражает, чем причиняет боль, рыжеволосая хватает за руку напуганную ведьму с оранжевыми волосами и убеждает ее бежать, но ведьма с оранжевыми волосами так потрясена, что забыла, как двигаться. Другая ведьма решает вступить в бой и достает свой маленький лук, который, будем честны, выглядит как игрушка, и монстр жестоко бьет ее прямо в грудь. Она отлетает и падает на землю, и неудивительно, если бы она умерла от этого удара. Несмотря на то, что ее друзья падают как мухи, Венди снова использует свою магию корней, чтобы обездвижить одного из монстров, окутав его с ног до головы. Женщина-змея посылает свою змею, чтобы та обвелась вокруг чудовища, и вместе они валят грозного монстра на колени. Венди приказывает всем бежать, пока она сдерживает монстра. Тем временем другой монстр достает из-за спины копье. Он пытается метнуть копье, но его ноги увязают в болотистой земле. Однако монстр с невероятной скоростью бросает копье, оставляя за собой лишь след из розового света, и оно летит прямо в цель, оставляя после себя лишь дымку. Что же, к удивлению Венди, удается избежать атаки, но внезапно другой монстр высвобождает свою электрическую силу и поражает всех, кто находится рядом. Когда все падают, остаются только Венди и дерзкая женщина-змея. Венди все еще не хочет принимать эту реальность, ведь их мир так быстро перевернулся. Монстр подходит к женщине-змее и в следующее мгновение протягивает свою огромную руку и хватает ее. Когда он поднимает ее, она выпускает своих ядовитых змей, и одна из них кусает то, что мы считали языком монстра. Как только змея вонзает зубы в отросток монстра, начинает сочиться красный туман. Чудовище раздраженно хватает змей голыми руками и сильно сжимает их. На глазах у Венди, которая с ужасом наблюдает за происходящим, у учительницы выступают слезы боли. Внезапно демон бросает змею на землю, а сам начинает задыхаться и хрипеть. «Знаешь что? Эта змея-сучка получила по заслугам, потому что она действовала мне на нервы с тех пор, как появилась в этой истории». В общем, ноги монстра дрожат, и он падает на колени. Красный туман полностью исчезает из контейнера на его спине, и гигантское существо безжизненно падает на землю. Кажется, Венди начинает понимать, как бороться с этими существами. Затем она смотрит на другого монстра, который барахтается в болоте, кричит и не может выбраться. Она замечает странный отросток и догадывается, что это, возможно, их слабое место. Собравшись с силами, она подбегает к своей упавшей сестре. Повзрослеть. Все с тревогой наблюдают, как она лежит в постели, и спрашивает, не умрет ли она. Принц и остальные тут же успокаивают ее теплыми улыбками, говоря, что все будет хорошо, объясняя, что поскольку она каждый день высвобождает свою магическую силу, ее магия не обернется против нее. Венди ласково похлопывает ее по плечу и тоже соглашается со словами нашего героя. Обеспокоенный отец Наны подходит ближе и просит ее сжать его руку, если боль станет невыносимой. Остальные присоединяются к ним, решив поднять настроение фокусами с монетами и историями. Их оживленная атмосфера помогает Нане справиться с волнением. Анна тоже подходит к ней, напоминает, что все рядом, и нежно целует ее в лоб, как заботливая сестра. Близится полночь, но все остаются сидеть у ее кровати, терпеливо ожидая, когда она достигнет совершеннолетия. Молния, как всегда энергичная, не выглядит уставшей. Принц, напротив, выглядит так, будто вот-вот упадет в обморок и не может сдержать зевоту. Одно только наблюдение за энергичным поведением молнии утомляет его. Он поворачивается к соловью и спрашивает, не было ли каких-нибудь магических изменений в теле Наны. Соловей качает головой, говоря, что ждать пришлось долго, и она ничего необычного не заметила. Принц бьет себя по лицу, чтобы не заснуть, и уже планирует построить башню с часами, когда закончатся месяцы демонов, потому что ожидание кажется ему слишком утомительным. Внезапно соловей слышит крик петуха. Принц отдергивает занавеску, и его на мгновение ослепляет утренний свет. Анна тоже просыпается, испугавшись внезапной яркости. Ясно, что наступил новый день, и все приятно удивлены, когда Нана просыпается на рассвете. Молния радостно хлопает в ладоши, а ее отец плачет от счастья. Все невероятно рады, что Нана успешно прошла через это испытание и не столкнулась ни с какими проблемами. Через некоторое время принц наклоняется к соловью и спрашивает, уверена ли она, что сегодня день совершеннолетия Наны. Соловей кивает, говоря, что изменения были едва заметными, но определенными. Она соглашается с теорией нашего героя о ведьмах. Ежедневная магическая практика может усилить их способности и облегчить их жизнь. Если бы все ведьмы ежедневно тренировались, они могли бы без проблем повзрослеть. Венди присоединяется к разговору, говоря, что раз принц единственный, кто принимает ведьм, то он мог бы превратить пограничный город в убежище. Она обещает полную поддержку, и принц воодушевляется, говоря, что он давно об этом думал. Но поскольку открытое приглашение ведьм может стоить ему жизни, он планирует распространить слухи об убежище, чтобы ведьмы приходили сами. Однако, если он станет королем, никто не сможет ему помешать пригласить
пригласить ведьм. Венди падает на колени, обещая помочь ему стать королем. Она клянется в верности и говорит, что теперь ее жизнь принадлежит ему. На следующий день корабль нашего героя наконец причаливает к берегу. Два солдата внимательно осматривают корабль и начинают указывать на всевозможные технические недостатки, которых они раньше не видели. Закончив осмотр, они решают вернуться к тренировкам с пушками. Тем временем несколько солдат, мечтательно бредящих позади вице-капитана Ваннера, начинают громко говорить о том, что хотят быть такими же грозными, как охотник Железный Топор. Но потом один из них становится серьезным и говорит, что они тренируются уже целую вечность, но ни разу не выстрелили. И спрашивает, когда принц наконец позволит им участвовать в настоящем сражении. Другой солдат упоминает, что команда, которая работает с кремневыми ружьями, уже несколько дней тренируется на стенах, отрабатывая тактику боя. Тогда Ваннер начинает задумываться, действительно ли наш герой собирается использовать пушку против демонов. Но учитывая, какая она тяжелая и громоздкая, ее не очень удобно использовать на стенах. Наконец, Ваннер понимает, что их командир собирается использовать пушку на корабле и не только против зверей, но и против сильной армии. На западном берегу реки Редватер в Бордертауне мы видим, как команда, работающая с пушкой, тренируется под руководством охотника Айрон Токса. Им нужно прицелиться в определенном направлении. Главный рыцарь замечает, как усердно работает команда, и наш герой соглашается, отмечая, что обе команды стараются заработать на 5 серебряных монет больше, чем остальные. И это придает им решимости добиться успеха. Принц планирует перенести операцию в Литлтаун, как только солдаты хорошо освоятся на суше. Любопытно, что рыцарь спрашивает, имеет ли наш герой в виду построенный ими бетонный корабль, и наш герой кивает, говоря, что так он его и называет. Он отмечает, что рабочим удалось закончить все за эти несколько дней, когда снег был не таким сильным. Они не только обработали его антикоррозийным средством, но и построили сарай для хранения ядер. И, кстати, у Венди теперь есть площадка, где она может тренироваться управлять своей магией ветра, чтобы двигать корабль. Наконец, главный рыцарь понимает, почему наш герой так настаивал на том, чтобы Венди научилась управлять своей магией. Затем принц Роланд шокирует бедного рыцаря, назначая его командиром корабля. Рыцарь в шоке, говорит, что никогда в жизни не плавал на корабле. Наш герой отмахивается, говорит, что это ерунда, потому что ведьмами все равно будут управлять они. Когда солдаты наконец выстрелили из пушки, раздался взрыв, и наш герой довольно ухмыляется, собираясь отправиться в новое путешествие на своем корабле. Стеклянная бутылка разбилась от удара, и молния наконец-то дала старт их морскому приключению, и они готовы отплыть из маленького городка. Тем временем Тайгу Пайн, чрезмерно заботливый отец, берет на себя обязанности связиста. С другой стороны, рыцарь, которого неохотно назначили капитаном, не выглядит особо довольным. Молния ободряюще похлопывает рыцаря по плечу, уверяя его, что навигация — это ее конек, ведь она настоящий морской волк. Она упоминает, что ее отец, которого зовут Громовержец, тоже разбирается в мореплавании. Изучая корабль, Молния поражена странными материалами, из которых он сделан, она никогда такого не видела. Главный рыцарь доволен, что погода сегодня на удивление хорошая, и наш герой выбрал Литлтаун для испытания. Когда корабль выходит в море, все идет гладко, и Брайан, мужчина, становится рулевым. Молния говорит Брайану, чтобы он повернул штурвал вправо, и рыцарь повторяет ту же команду. Сорванцу становится любопытно, и она спрашивает, почему главный рыцарь повторяет ее слова, на что тот отвечает, что выполняет приказ принца. Брайан не понимает, что от него требуется, и Молния, вздохнув, решает взять все в свои руки. Она резко поворачивает штурвал влево, и оба рыцаря в ужасе замирают. После своего маленького приключения Молния удивляется тому, как наш герой уделяет внимание деталям, которые могут быть упущены даже человеком с многолетним опытом работы на море. Затем Молния говорит Венди, чтобы она усилила ветер, поскольку ей поручена роль силовой поддержки движения. До того, как она получила этот титул, наша героиня подтолкнула Венди к владению магией, о чем она не особо беспокоилась до того, как попала в пограничный город. После некоторых серьезных усилий ее первых попыток хватило только на то, чтобы высушить феном несколько кусочков мяса, но она медленно взрослела. И теперь, вооружившись этими уроками, Венди направляет свою магию и дает лодке сильный толчок, заставляя ее без усилий подниматься над водой. Молния и рыцарь с восторгом наблюдают за движением лодки, в то время как этот отец становится глубоким философом, указывая на то, как наш герой превращал камни в лодки и заставил их плавать. В этот момент он начинает верить, что в этом мире нет ничего, чего бы наш герой не смог достичь. Пока лодка продолжает плавно плыть, мужчина благодарит Брайана за то, что он стал моряком менее чем за полчаса. Брайан робко благодарит Молнию за то, что она была единственной, кто помогал ему во всем. Тем временем, стоя на пьедестале, Венди начинает чувствовать себя опустошенной и с трудом справляется с управлением лодкой, как будто у нее заканчивается магическая сила. Но она воспринимает это как вызов, расширяя свои возможности, чтобы продержаться до тех пор, пока корабль не достигнет берега. По крайней мере, она так думала. Венди начинает терять сознание, и Молния немедленно приказывает всем направить лодку к берегу, потому что Венди заболела. Обнаружите, что все тело Венди покрыто ледяным потом, что может привести к ее смертельному обморожению. Они ругают ее за то, что она не сообщила им о своем состоянии раньше, но, похоже, удача отвернулась от них, и их корабль тоже разбился о скалы, что привело к повреждениям. Капитан выкрикивает приказы, велит леди Молнии сопроводить леди Венди обратно в замок,
а остальным приказывает собрать паруса. Когда молния сразу же уходит с Венди, капитан поврежденного корабля явно расстроен. Он понимает, что хотя их испытание в маленьком городке не было провальным, оно и не было успешным. По крайней мере, они определили две важные проблемы, которые нужно решить: как согреть леди Венди на пьедестале и сделать корабль непромокаемым. Тем временем в городе по пустынной дороге едет карета. Кучером в этой карете является одноногий мужчина, а внутри кареты священник избивает маленькую девочку. И эта девочка, похоже, не одна в этой карете. Кучеру стало жаль девочек, хотя мужчина в карете казался их единственной надеждой. Без него эти девочки, скорее всего, замерзли бы на улице. Когда мужчина выходит из кареты, кучер спрашивает, все ли они сироты из королевства Вальфхард. Священник кивает, объясняя, что церкви в королевстве принимают детей, когда не хватает еды и одежды. И поскольку сейчас церкви принимают в 10 раз больше детей, священник рад, что у них есть такой водитель, как он. Благодарный за хорошо оплачиваемую работу, кучер рад, что зарабатывает 20 серебряных монет за перевозку этих сирот. И поскольку у него нет одной ноги, ему идеально подходит работа кучера. Водитель и не подозревает, что эти девочки не обычные сироты, а ведьмы. Вот почему священник так щедро ему платит. Но священник не раскрывает эту тайну, просто просит водителя ехать дальше без лишних вопросов и обещает заплатить по прибытии. Когда они останавливаются в гостинице, чтобы перекусить, священник говорит женщине, что привез для нее несколько милых девочек, о которых нужно позаботиться. Пока этот ужасный человек выставляет девочек на показ как товар, кучер не может смотреть, как его клиент наживается на них. Он закрывает шторки, не в силах вынести их унижение. Сцена переносится в подземелье архиепископа Мейна. Он восхищается этим местом, признавая, что сколько бы раз он сюда не приходил, от величия этого купола у него всегда захватывает дух. Архиепископ утверждает, что этот купол, который он называет природным творением, несомненно дело рук Господа. Архиепископ объясняет, что в то время как церковь Гермеса на поверхности символизирует стойкость, тщательно охраняемые подземелья церкви Гермеса могут быть ее истинным сердцем. Как только он входит в это таинственное место, рыцарь ведет священника вглубь. Пока они идут, мы узнаем, что эти рыцари – самые преданные служители церкви, которые получили жилье в этих туннелях за свою верность. Любые дисциплинарные меры принимаются строго, часто это приводит к пожизненному заключению в тех самых подземельях, которые они охраняют. В других туннелях находятся библиотеки, заполненные церковной литературой, историческими документами и, что примечательно, тюрьмой, где эти несчастные преступники гниют до конца своих дней. Они проходят через другую дверь и попадают в тюрьму, где отчаянные голоса молят о свободе, готовые отдать свои жизни, лишь бы сбежать. Священник останавливается перед камерой, запертой на большой замок. Он просит рыцаря подождать снаружи, а сам заходит внутрь и приказывает заключенному поесть. Священник напоминает ему, что еда здесь одна из лучших, хотя алкоголь, конечно, не подают. Так вот, человек в этой тюрьме – король Уимблдон, и он спрашивает, есть ли у священника что-нибудь поесть в таком месте, сокрушаясь о том, что уже полгода не получал никаких вестей о сыне и дочери. Священник не хочет ничего рассказывать, но под давлением короля делится мрачными новостями. Джеральд Уимблдон, старший сын короля, был казнен по приказу Тимоти за убийство. Третий принц Гарсия объявила себя королевой Клеруатера, что приведет к неизбежной войне с Тимоти. Что касается нашего героя и пятой принцессы, они живы, но новостей о них нет. Старик потрясен новостью о своем первом сыне. Он не может скрыть свою печаль и спрашивает священника, почему тот так долго держал его в тюрьме. Король Уимблдон рассказывает, что священник использовал ведьму, чтобы создать его двойника и избавиться от старшего сына. Он признает, что церковь становится все влиятельнее в королевстве, но хочет знать, почему священник заставляет его детей сражаться друг с другом. Он говорит, что никогда бы не допустил такой вражды между своими детьми. Священник отвечает, что его дети уже взрослые и сами принимают решения. Он отмечает, что его дочь Гарсия Уимблдон 5 лет назад захватила порт Клируатер и не будет сидеть сложа руки, пока ее братья борются за трон. Кроме того, он подчеркивает, что церковь не могла позволить себе терять время и должна была устранить короля Уимблдона, чтобы установить свой контроль над королевством. Священник заявляет, что континент больше не будет разделен между 4 великими странами – Рассветом, Волчьим сердцем, Вечной зимой и Серым замком. Вместо этого он объединится под властью церкви. Старик, выглядящий совершенно разбитым, падает на колени, изо рта у него течет кровь, но он все еще может выплюнуть, что будет ждать священника в аду. Священник, не обращая внимания на его слова, отмахивается от всего этого, говоря, что их действие – часть грандиозного плана церкви. Король умирает прямо там, возможно, от яда. Но кто знает. Священник видит в этом их шанс получить власть и готовится уничтожить настоящего врага, который стоит перед ними. Я думаю, он говорит о демонах, настоящем враге, которого им еще предстоит победить ради всеобщего блага человечества. Честно говоря, церковная политика никогда меня не привлекала, но этот сериал – настоящее приключение.
Не могу дождаться, чтобы узнать, что будет дальше с нашим героем. В лагере ведьм в горах оставшиеся ведьмы оплакивают своих погибших сестер, которые не смогли пройти обряд посвящения. Одна из них говорит, что им нужно что-то делать. Они сами едва избежали смерти, а их сестры, которые отправились на поиски Святой горы, не вернулись уже 2 недели. У них заканчивается еда, и это только усиливает их тревогу. Вдруг они слышат приближающиеся шаги. Это леди Лив. Она заходит в туннель и, совершенно обессиленная, падает на колени, и ее лицо наконец-то касается пола. Вернемся немного назад во времени, и мы увидим, как леди Лив идет по пустынной дороге, ее лицо бледное от холода и голода. Неожиданно она осознает, что стала взрослой, пока шла по этой пустынной дороге. Она пытается справиться с этим, но тут позади нее появляется чудовищная фигура. Она испуганно оборачивается и просит о помощи, но внезапно просыпается от кошмара. Когда она садится, Колибри говорит ей, что она была без сознания целых 2 дня. Остальные ведьмы обеспокоенно собираются вокруг нее. Одна из них извиняется за то, что заговорила о серьезном сразу после пробуждения, но сестра настаивает, что они уже все обсудили. Если Кара не вернется, Лив придется занять ее место учителя, чтобы ассоциация не распалась после недавних потерь. Не раздумывая, леди Лив решает отправиться на поиски соловья. Эта новость ошеломляет всех. Они не уверены, что могут доверять соловью, которая рассказала им о приграничном городе. Тогда леди Лив уверяет всех, что они могут найти безопасное место для отдыха, пока она будет разбираться в ситуации в приграничном городе. Она поручает фиолетово-волосой ведьме стать учителем, если она не вернется, ссылаясь на ее опыт работы в ассоциации. Она доверяет им, подчеркивая, что если информация соловья верна, то приграничный город станет их новой святой горой, и, возможно, им больше не понадобится ассоциация. Тем временем в городе наша группа сражается с монстрами. Когда одно из существ перепрыгивает через стену, Ваннер вонзает копье ему в живот. Но когда он попытался поднять монстра, копье сломалось пополам, и существо рухнуло на землю. Помощник капитана быстро приказал зарядить мушкеты, и солдаты без промедления выполнили его приказ, расстреляв монстров. Один из солдат протянул копье помощнику капитана, и тот с удивлением увидел там мальчика по имени Кло. Кло объяснил, что он всегда приходит туда, где нужна помощь. Когда монстры были повержены, капитан сказал, что хотя они и не представляют большой угрозы, нужно быть начеку. Он был рад, что с тех пор, как наш герой возглавил пограничный город, они смогли отразить атаки этих ужасных монстров. Раньше это было возможно только с помощью крепости Лонг-Сонг, но теперь даже простые жители города могут сражаться благодаря нашему герою. Он отметил, что наш герой всегда находится на горе во время опасности рядом с обычными солдатами. Внезапно появился гибрид монстра, и солдат тут же сообщил, что это гибрид крылатого льва. Молния с готовностью шагнула вперед, чтобы сразиться с монстром, но наш герой посоветовал ей не торопиться. Они придерживались плана. Молния должна была отвлечь внимание демона, оставаясь на определенной высоте. Монстр приземлился на стену, и молния, полная уверенности, решила атаковать, заверив всех, что не подведет. Принц официально объявил о начале охоты, но уверенность молнии пошатнулась, когда он сказал, что рык нашего героя больше похож на скулёж собаки. После этого неожиданного замечания молния исчезла, оставив нашего героя в недоумении. Он даже спросил других девушек, не странно ли он звучал, и они неохотно согласились. Принц говорит девушкам, чтобы они следовали плану и были осторожны, и они кивают в ответ. Принц с улыбкой смотрит на небо, довольный тем, что все идет по плану. Тем временем чудовище все больше злится, потому что наша озорная девчонка продолжает кидать в него камни. Она дразнит чудовище, и оно рычит в ответ. Она бегает вокруг него, дразня и насмехаясь, как будто играет в догонялки с гигантским котом. Чудовище злится и с силой ударяет по земле, но молния все еще наслаждается игрой. Пока чудовище гонится за ней, соловей бежит через свое пространственное измерение, потому что молния успешно заманила чудовище на городскую площадь. Она говорит Анне, что даже в ее скрытом измерении чудовище может почувствовать их своими острыми чувствами. Поэтому она советует Анне быть осторожной и использовать огонь, радиус действия которого составляет 5 метров, подчеркивая, что у них есть только один шанс победить зверя. И они не могут позволить себе ошибиться. Тем временем молния все еще играет в догонялки со львом, и это все больше выводит его из себя. Когда девушки видят свой шанс, Анна берется за дело. Как только львы оказываются в поле зрения, они возвращаются из своего измерения. Анна тут же выпускает свою зеленую огненную силу, сжигая чудовище таким сильным пыльным пламенем, что даже соловей чувствует жар на расстоянии.
Молния также хвастается своим огнем, который может расплавить даже сталь, так что поджарить чудовище для нее не проблема. Когда чудовище превращается в пепел, принц радуется, что Анне даже не понадобилась помощь, чтобы победить его. Внезапно другие монстры начинают отступать, и все недоумевают, почему они отступают. Наш герой замечает нечто неожиданное и поднимает голову с удивлением на лице. Он видит, как мрачные тучи рассеиваются, и сквозь них пробивается солнечный свет, указывая на то, что месяцы демонов закончились. Быстро распространяются новости о том, что месяцы демонов наконец закончились, и все наслаждаются этим моментом триумфа. Наш герой собирает всех вместе, и когда он начинает свою речь, толпа горожан и солдат приходит в восторг, радуясь тому, что этой зимой никто не голодал под руководством нашего принца. Смотри, принц признает, что месяцы, проведенные с демонами, остались позади, и пограничный город вышел на первое место с минимальными потерями, и все благодаря отважной гражданской армии. Он сравнивает это с тем, как долго крепость Сун угрожала им голодом и холодом, но сегодняшняя победа доказывает, что пограничный город может сам по себе стоять во весь рост. Толпа снова приходит в неистовство, взволнованная тем, что им больше не нужно зависеть от других. Король с ухмылкой решает устроить грандиозную вечеринку, чтобы отпраздновать их с таким трудом завоеванный успех. Он объявляет парад победы, обещая, что каждый, кто присоединится к танцам на городской площади, получит вкусное угощение – говядину в медовой глазури. Как только наступает время парада, главный рыцарь сопровождает большой кусок говядины на вечеринку, а Хантер Железный Топор отвечает за разжигание костра гриля. Вскоре все начинают свой победный танец, когда пламя потрескивает вокруг костра, наполняя воздух сладким ароматом шипящего мяса. Охотник Железный Топор объявляет, что каждый, кто станцует, получит мясо, и чем дольше он будет танцевать, тем больше получит. Люди с радостью соглашаются танцевать, думая, что это легко, и уговаривают своих друзей присоединиться, ведь если никто не будет танцевать, то и мяса не будет. Пока все веселятся, вождь беспокоится, что не хватит мяса на всех, и принц останется голодным до следующей поставки. Принц немного расстроен, но неохотно соглашается, чтобы люди могли повеселиться. Так что они продолжают танцевать вокруг костра, петь и отлично проводить время. Для жителей приграничья пережить несколько месяцев без демонов – это большое достижение, и такие праздники будут долго вспоминаться с теплотой. Тем временем наш принц спешит обратно в замок на свой собственный пир, где его уже ждут ведьмы. Как только принц приходит, Молния решает официально начать праздник. Анна жарит сладких цыплят с помощью своей огненной магии, готовит их идеально и заставляет Нану пускать слюнки от восхитительного аромата. Соловей демонстрирует свои навыки, ловко нарезая мясо на кусочки. Тем временем Нана и пацанка наслаждаются барбекю на свежем воздухе, ведь это лучшее, что они могли бы пожелать. Наш герой тоже отлично проводит время, видя, как все счастливы. Он считает, что они заслуживают такого роскошного праздника, ведь люди с такими невероятными способностями не должны быть обделены. Внезапно Молния целует мальчика прямо в лицо. Соловей и Анна в шоке от такого неожиданного поступка, и наш герой тоже удивлен. Когда Молнию спрашивают о внезапном поцелуе, она отвечает, что женщины могут целовать правителя во время праздников, и это традиция. Тем временем Соловей чувствует себя немного раздраженно и ревнует, а Венди явно замечает напряжение. Принц и Молния ходят туда-сюда, а Анна чувствует себя немного подавленной, возможно, потому что тоже хотела поцеловать принца. Когда наступает полночь, у нашего героя кружится голова от выпитого. Внезапно он замечает Анну. Она подходит ближе, и наш герой краснеет. Он сразу же начинает оправдываться, говоря, что поцелуй с Молнией был случайностью, и Анна соглашается. Принц объясняет, что Молния молода, и он не смотрел на нее так. Анна снова соглашается. Затем она собирается с духом и признается, что ждала, когда они останутся одни, потому что она не такая смелая, как Молния. Они подходят ближе, и Анна нежно целует его в щеку. Тем временем Венди сидит в своей комнате, погруженная в книгу. Она совершенно сбита с толку тем, что в книгах о происхождении церкви нет упоминаний о богах, а всех называют просто папами. Она не может в это поверить. Венди листает книгу, когда в комнату влетает Соловей. Соловей говорит, что Молния уснула, зовя папу как маленькая. Венди закрывает книгу и радуется, что Соловей пришла. Соловей забирает книгу у Венди и напоминает ей, что нельзя читать допоздна, особенно при плохом освещении. Вдруг Венди застает Соловушку врасплох и спрашивает, не мучают ли ее мысли о поцелуе, который Молния подарила нашему герою. Соловушка краснеет и отрицает это, но Венди настаивает, говоря, что не стоит лгать. Соловушка неохотно стискивает зубы и признается, что поцелуй ее беспокоит. Тем временем Венди уверяет Соловушку, что Роланд Туимбо
Уимблдон, четвертый принц королевства, и их задача помочь ему взойти на трон и стать королем Серого замка. Она уверена, что он защитит ведьм, которые будут под его правлением, и когда придет время, женится на принцессе или дочери герцога, чтобы обеспечить будущее. Венди объясняет, что ведьмы не могут иметь детей. Это ограничение, данное небесами в обмен на их способности, и она надеется, что Соловушка это понимает. На улице, когда праздник подходит к концу, горожане заняты уборкой. Они уже скучают по месяцам, проведенным с демонами, благодаря нашему герою, который сделал их дни незабываемыми своими изобретениями и победами. Им также интересно, чем теперь будет заниматься артиллерийский отряд, когда демонов больше нет. Ваннер уверяет их, что они узнают об этом завтра. На следующее утро все начинается со звука горна, собирающего всех солдат для объявления нашего героя. Железный топор сообщает им, что поскольку они успешно защитили приграничный город от демонов, каждый член гражданской армии теперь является рядовым солдатом принца Роланда. Однако он дает им возможность уйти, если они не хотят продолжать. Рыцарь спрашивает, означает ли это, что они станут рыцарями. Охотник Железный топор поясняет, что рядовые солдаты – это профессиональные военные, которые защищают принца Роланда и его территорию. Они будут проходить круглогодичную подготовку, направленную на боевую готовность, строгую дисциплину и получат более высокую зарплату. Солдатам не очень нравится идея повышения зарплаты, поэтому Айрон Акс рассказывает им о военной иерархии в этой частной армии. Те, кто добьется выдающихся результатов в бою, будут повышены в звании. Офицеры будут получать более высокую зарплату и даже землю в собственность. Эта новость воодушевляет солдат, которые теперь готовы принять новый вызов и награды, которые они получат. Но Айрон Акс строго напоминает взволнованным солдатам, что, став членами частной армии, они должны будут соблюдать строгую дисциплину. Он подчеркивает, что любое нарушение правил будет иметь серьезные последствия, такие как принудительные работы или даже казнь. Солдаты заметно напрягаются от его строгого предупреждения, и Айрон Акс призывает их пересмотреть свое решение, если у них есть сомнения. Несмотря на тяжелые условия, Ваннер остается верен своему решению служить нашему герою Роланду, несмотря ни на что. Видя, что никто не хочет уходить из частной армии, Айрон Акс снова повышает голос как опытный капитан, напоминая им, что теперь они личная армия принца Роланда. Он объявляет, что их тренировки начнутся немедленно, и с этого момента будет царить строгая дисциплина. В замке Молния докладывает принцу Роланду о планах создания частной армии. Она объясняет, что из-за снега за городом солдаты будут больше ходить, чем бегать во время ежедневных тренировок длиной в 4 мили. Пока Молния восхищается новыми чертежами, которые недавно нарисовал наш герой, сам принц глубоко задумался о предстоящей сложной задаче. Создание структуры армии с нуля, включая правила поощрения и наказания. Масштабность задачи вызывает у него головную боль, учитывая, что в юности он играл в военные шахматы, но многое уже забыл. Он полон решимости придумать что-то новое и сделать что-то беспрецедентное в этом мире и времени. Пока они изучают чертежи, их внимание привлекает слово «байонет». Но прежде чем они успевают углубиться в обсуждение, раздается стук в дверь. Обе ведьмы исчезают в воздухе, и наш герой разрешает посетителю войти. Старый смотритель снова удивляет нас, сообщая, что некий аристократ по имени Крис хочет встретиться с нашим героем. Крис уехал на несколько месяцев, когда в городе были демоны, а теперь вернулся, явно расстроенный тем, что его дом снесли из-за строительства стен. Когда наш герой встречается с Крисом, аристократ строго требует объяснений, почему принц позволил снести его дом. Он подчеркивает, что потратил на строительство этого великолепного особняка 150 золотых монет. Наш герой прямо спрашивает, имеет ли Крис в виду самый западный дом в приграничье, на что Крис подтверждает это. Принц извиняется, объясняя, что это было необходимо, потому что дом находился слишком близко к стене и мешал передвижению войск. Однако он заверяет Криса, что город возместит ему убытки. Жадный аристократ тут же оживляется и спрашивает, сколько он получит. Наш герой называет сумму в 20 золотых, но этого жадного парня такая сумма не устраивает. В конце концов он соглашается и спрашивает, где он может получить деньги. Принц напоминает ему, что сумма уже переведена законному владельцу недвижимости. Аристократ начинает злиться и хлопает ладонью по столу, настаивая, что он и есть законный владелец дома. Наш герой хитро замечает, что если бы дом действительно принадлежал ему, то почему он ни разу не приезжал туда за все месяцы, пока там были демоны. Аристократ объясняет, что он оставался в крепости Лонгсонг, потому что не хотел умирать в приграничном городе. Тогда принц понимает, что это его шанс, и спрашивает, не намекает ли этот жирный кот, что он бросил своего правителя из-за страха перед демонами. Главный рыцарь подходит к аристократу и с грозным видом хлопает его по плечу, давая понять, что признание в том, что он ошибся насчет дома, может решить эту проблему. Он предупреждает аристократа, что тот может спокойно уйти, чтобы избежать неприятностей, но если он не уйдет, то его обвинят в измене и казнят.
Аристократ начинает потеть от страха, наконец признавая свою ошибку и говоря, что дом не его. Наш герой ведет себя спокойно и говорит, что все в порядке и он может уйти без проблем. Прежде чем аристократ успевает вернуться в Лонгсонг, наш герой передает ему записку. Если кто-то из аристократов захочет избежать обвинений в измене, то пусть подумает дважды, прежде чем возвращаться в город. Кажется, аристократ в ярости. Он бьет кулаком по ближайшему дереву. Он уверен, что когда герцог Лонгсонг захватит территорию, принцу придется вернуться. И этот жирный кот будет ждать этого момента, чтобы позлорадствовать над предполагаемым поражением нашего героя. Когда аристократ идет по дороге, его гнев утихает, когда он замечает женщину с ног до головы закутанную в плащ, и аристократ поражен ее красотой. Он никогда не видел такой элегантности даже у принцесс. Глядя, как она решительно направляется к замку, он начинает думать, что она, возможно, жена нашего героя. Оказавшись в городе, она снова закрывает лицо капюшоном, потому что не ожидала увидеть оживленные улицы, хотя демоны исчезли совсем недавно. Подойдя к воротам замка, она задается вопросом, правду ли ей сказала Соловей о принце этого города. Она колеблется, но потом решает, что справится с двумя стражниками, если что-то случится. Рыцари у ворот замка резко реагируют на эту фигуру в плаще, приказывая ей уйти, потому что здесь не место для простолюдинов. Леди Лив не обращает на них внимания, снимает капюшон, открывая свою красоту, и смело представляется ведьмой. Солдаты растерянно переглядываются, не зная, что делать. Тем временем леди Лив нервно сглатывает и решительно просит встречи с Соловьем, Наной или Анной. Стражники переглядываются, и один из них решает зайти внутрь и доложить о ситуации. Пока солдаты уходят, леди Лив боится, что они приведут подкрепление или что Соловей обманул их насчет Наны и Анны. Она опускает голову и вдруг чувствует теплые объятия Соловья и Венди. Когда она понимает, что это ее друзья, леди Лив удивляется, что Соловей и Венди обнимают ее, а их глаза полны слез радости. Венди шепчет ей на ухо, как она рада ее возвращению, и леди Лив тоже начинает плакать. Тем временем наш герой зевает, и Венди приносит ему чай. Во время чаепития наш герой расспрашивает о Найтингейл, и Венди радостно сообщает, что Найтингейл приветствует новую сестру, которая недавно приехала. Наш герой чуть не задохнулся от удивления, услышав эту новость, в то время как Венди с энтузиазмом упоминает, что сестры из ассоциации приехали в пограничный город. Потрясенный и взволнованный, наш герой спрашивает Венди, не искали ли они Святую Гору, на что женщина объясняет, что осталось только 7 ведьм, так как сестры из ассоциации приехали в пограничный город. Остальные были уничтожены монстрами во время их приключения. Затем леди Лив приносит извинения, упоминая, что они прибыли, пока наш герой спал, и просит прощения за то, что позволил ведьмам проникнуть в замок. Наш герой, с другой стороны, очень рад, что к ним присоединилось еще больше ведьм, независимо от их навыков и количества. Венди, однако, намекает леди Листок, что эти девушки не совсем воины, а это значит, что они могут не сильно помочь в бою. Видишь ли, под влиянием камня божественного суда эти ведьмы несколько ограничены в своих боевых навыках. Но Принц не возражает против этого. Наличие ведьмы, которая может заряжать предметы электричеством, означает, что больше не будет темных ночей, а та, которая может лепить предметы, означает пропуск всех этих хлопоты с очисткой и формованием. Это заставляет нашего героя мечтать о том, как сильно он может оживить этот древний мир благодаря технологическому прогрессу, используя силу ведьм. Найтингейл резко вырывает нашего героя из его мечтаний, возвращая его к реальности и напоминая ему, что все его ждут. Вскоре после этого все собираются на ужин, где присутствуют все ведьмы. Наш герой рад приветствовать их в пограничном городе и надеется, что им понравится еда, поощряя их просить все, что они захотят. Наш принц с энтузиазмом включается в разговор, соглашаясь, что он очень щедрый, и говорит, что всегда рад новым членам. Одна из ведьм ругает мужчину за то, что он так фамильярно обращается к нашему герою, но наш герой успокаивает ее, говоря, что они не заморачиваются с титулами и формальностями, и предлагает всем начать есть, пока еда не остыла. Тем временем другие ведьмы наблюдают, как Нана и Анна едят с помощью двух маленьких палочек. Эти новенькие понятия не имеют, как пользоваться этими столовыми приборами, поэтому они в замешательстве. Тем не менее, все принимаются за еду и наслаждаются ею. Когда ужин заканчивается, наш герой просматривает документы, в которых описаны способности каждой ведьмы. Изучив навыки всех ведьм, принц понимает, что среди них нет ни одной, которая могла бы создавать материалы или генерировать электричество. Это означает, что планы нашего героя по модернизации придется немного отложить. Однако он признает, что среди ведьм достаточно талантливых, чтобы удовлетворить их текущие потребности. Первой ведьмой, которая понравилась нашему герою, была леди Лив. Она не только может увеличить урожай фруктов, но и свободно управлять всеми растениями, что делает ее идеальной кандидатурой для развития сельского хозяйства. Следующей была Скрул, ведьма с феноменальной памятью,
памятью, которая работает 24 часа в сутки. После того, как она повзрослела, она научилась воссоздавать любую книгу, которую прочитала, что делает ее идеальной для преподавания. Затем была Калибри, милая ведьма, которая может делать предметы невесомыми или менять их вес с помощью магии. Это делает ее незаменимой для подъема грузов или регулировки веса. Четвертой была Сарая Заан из семьи торговцев в столице Серого замка. Она может создавать реалистичные пейзажи с помощью своей волшебной кисти без красок, чернил или бумаги, что делает ее ходячей камерой. Эхо, пятая ведьма родом с южного континента, может воспроизводить любой звук, что делает ее мастером звуковых иллюзий. Наконец, Лили, которой только что исполнилось 16 лет, обладает способностью предотвращать гниение продуктов, что может помочь в сохранении пищи. Но наш герой пока не выяснил, может ли она также убивать бактерии. Однако после Леди Лив, седьмой ведьмы, известной как Мун, самой интригующей из них, остается молодая девушка, которая мало говорит, но является бесценным помощником, потому что она может притягивать металл. После взросления ее способности улучшились, и теперь она может притягивать почти все. Найтингейл рассказывает, что Мун считалась самой бесполезной в их лагере, и их учитель Кара часто издевалась над ней. Но для нашего героя магнетизм означает, что у него есть способ генерировать электричество, что является самым старым трюком в инженерных книгах, и все заслуги принадлежат Фарадею. С помощью электричества они могут получить свет, и вскоре на его территории произойдет еще одно чудо. Он решает не делить ведьм на боевых и небоевых, а вместо этого делит их на три большие категории. Первая категория самовосстанавливающиеся – это пассивные способности, на которые не влияет камень божественного правосудия. Вторая категория – призывающие, и, как следует из названия, магия призывается вне тела, но с радиусом действия не более 5 метров. И эту способность легко подавить камнем божественного правосудия. Третья категория – прикрепление силы – это прямое прикрепление магии к цели. Процесс медленный, требует большого количества магии и может быть прерван камнем божественного правосудия. Однако после завершения преобразования добавленные свойства становятся неотъемлемыми для объекта. Они остаются такими же эффективными, даже когда рядом находится камень божественного правосудия. Как только он во всем разберется, он скажет, что на сегодня хватит, зная, что дальше все станет еще более напряженным. Но это уже другая история. Я уверен, что вам всем понравилось путешествие так же, как и мне. Даже после того, как мы достигли этой точки, нам все равно хочется узнать больше. Нам интересно, как наш принц добьется своей утопии. И давайте не будем забывать о интригах